Всем привет! Я так осторожно всегда начинаю, а вдруг рано начала и еще не в эфире. Привет всем! Сегодня я смотрю гораздо активней, да и вообще стрелкой заинтересовалась прямо много людей, очень много. Вижу, это проблема а, у многих. Как правильно сделать, как сделать так, чтобы она сохранилась. Привет, привет всем! Я смотрю, да, много стран и городов. Вообще класс, география потрясает. Привет всем еще раз. Ну что, давайте начинать. Я сразу в бой. Там видела, кто-то писал, как быстро отрисовать эскиз. Как быстро отрисовать эскиз на веках зависит только от вас, от того, как вы хорошо видите симметрию. Видите ли вы ее вообще в принципе и видите ли вы, как украсить глаз. На мой взгляд, важно даже не быстро, быстро придет с практикой, а важно красиво. То есть вам нужно украсить глаз, в первую очередь украсить лицо. И я отобрала несколько таких ярких типов глаз, которые нас будут преследовать всю жизнь, потому что не у всех наших клиентов такие шикарные, широко распахнутые глаза. Вот все, что я делаю в последнее время, это ищу глаз, к которому подойдут стрелки, потому что это жесть просто. У всех морщинистые опущенные веки, у молодых, у старых, у всяких разных. Ну что, давайте нам, пожалуйста, слайды. Основные типы век и подходящие им эскизы. Эскизы я буду рисовать на планшете. Сейчас, в следующий час, то есть этот час мы говорим о теоретическом, как бы теоретический блок, и следующий час у нас будет сама процедура на коже, и, ну, с моими комментариями, как обычно. Наверное, мы сейчас пока выключим комментарии, пока я говорю, показываю, рассказываю. И ближе к концу часа мы снова включим комментарии, чтобы вы свои вопросы написали, те, на которые я в процессе разговора не дала ответ. Я с удовольствием на них отвечу сразу после перерыва. Поэтому пишите вопросы, я буду им рада. Но сейчас давайте начинать. То есть что, я начинаю рисовать в планшете. То есть эскиз это, как обычно, самое важное, что у нас есть. Кстати говоря, периодически я, когда работала мастером сама, ко мне приходили клиенты и говорили: сделайте мне глаза, я хочу большие красивые глаза. А я им говорила: вам нужны не глаза, а брови. Они вас изменят больше. Ваше лицо они украсят и изменят больше, если вы приоткроете, создадите красивую форму и так далее. Поэтому имейте в виду, что вы клиента можете и отговорить в некоторых случаях, когда понимаете, что реально красивее вы его не сделаете. Вот тут вот перед вами на фото глаза просто песня, которую можно вообще все что угодно, но с такими ресницами я бы вообще даже и успокоилась и не делала, если бы это были мои глаза, никаких стрелок и татуажей. То есть здесь можно вообще все что угодно сделать, но я просто как бы такой алгоритм дам, как я рисую. И я всегда рисую, как и брови, в принципе, отшагивая на шаг полтора назад. То есть я накидаю стрелку быстро, даже если она классическая и хорошо легла, отойдя на пару шагов назад, я часто беру ее, стираю и рисую что-то другое, поэтому не забывайте плясать от клиента на метр-полтора, чтобы воспринимать лицо так, как его будут воспринимать собеседники. Зона нашего общения это где-то метр-полтора. Смотрите, на ресницы ориентироваться не стоит. Я слышала вариант, когда говорят, ну, то есть красиво, когда стрелка или плотная стрелка, или теневая стрелка, любая, когда она как повторение ресниц. Но очень часто ресницы просто вот такие вниз опущенные, как бы к ним сложно привязаться. Вы всегда рисуете,
ну, не всегда, вот в случае, когда веко не завалено, не опущено. А к опущенному веку мы придем чуть позже. То есть, по сути, нам всегда нужно создать миндалевидный глаз. Но вот во всех культурах и религиях считается вот именно миндалевидный, слегка приподнятый уголок, в меру открытый и узкий по краям и широкий в центре. Глаз считается красивым. Поэтому мы, в принципе, в нашей работе стремимся к этому. Так, я, наверное, сейчас на новом слое открою. Смотрите, у нас есть вот внешняя треть века. На нее мы ориентируемся при выборе. Так, у меня тут включено. Сейчас, секунду, я выключу интервал. Вот эта вот часть, смотрите, на нее мы ориентируемся, как бы мы должны воображаемую линию провести. Это, в принципе, прописная истина в случае макияжа обычного. И за эту линию, по идее, наша стрелка не должна опускаться. Варианты есть разные. То есть это как вот эти линии от ноздря, центр радужки, и там, значит, у нас находится излом. Оно работает, но, конечно, не на всех клиентах. То есть вы можете отталкиваться от этой воображаемой линии для того, чтобы работать с человеком, но все равно каждый раз оцениваем, как лицо изменилось. Потому что иногда, я не знаю, здесь у меня такие глаза будут или нет. Кстати, вот эти одни из таких, которые и так сами по себе миндалевидны, или даже более того, сильно азиатский такой изгиб получает, не изгиб, а направление вверх. И тогда такой стрелкой вы еще больше его завернете. То есть в таком случае глаз нужно даже визуально вот так как бы опускать. Это когда уголок глаза сильно задран вверх. Смотрите, если мы прорисовываем стрелку, она может прикоснуться к этой линии любой своей частью, по идее. Она может прямо, сейчас еще увеличу, выйти прямо вот из уголка. И вот, смотрите, я закрашиваю всю ту часть, которая... То есть это в зависимости от того, что ваш клиент хочет. Какую толщину стрелки, насколько она должна быть для него декоративная и так далее. То есть вот, по сути, это тоже как бы как продолжение ресниц, как будто они загибаются в верхнюю часть. На втором глазу мы ориентируемся на то же самое направление. В этом простом глазу, еще раз повторюсь, у нас мы можем разгуляться и нарисовать очень много разных вариантов. То есть тут у нас входит, знаете как, в правило еще и... не в правило, а как правильно рисовать стрелку на глазах. Мы смотрим не только на глаза, мы смотрим на их расположение на лице тоже, в том числе. Дальше у нас будут примеры, когда мы раздвигаем глаза визуально или когда мы их, наоборот, пытаемся сдвинуть. Иногда не получится это сделать только при помощи стрелок. Тут еще и брови надо подключить, когда нам нужно визуально сдвинуть, как бы сместить к центру глаза. Поэтому всегда старайтесь воспринимать лицо, в принципе, в комплексе. Вот этому глазу, еще раз повторюсь, подойдет практически любая стрелка. И тяжелая, прям массивная, если вы прорисуете, то есть вот как я сейчас рисую над всем ресничным краем толстую стрелку. Если клиент понимает, если он четко согласен с тем, что, понимает, что он носить будет долго эту стрелку, что он с ней проходит лет, наверное, 5 как минимум, прежде чем она побледнеет. Но, как вы понимаете, плотно прокрашенная стрелка – это уже такое forever вообще, навсегда практически. То есть я плотно прокрашенную толстую стрелку, ушедшую полностью, ни разу не видела. Я видела, как удаляли их лазером, я видела, как пытались удалять ремуверами. Старайтесь клиента убедить на что-то такое более легкое и не сильно толстое. Так, я сейчас подотру на этом глазу. То есть как мы ориентируемся, допустим, если мы рисуем стрелки на вот этом вполне себе симметричном лице,
На что мы ориентируемся? Как и в бровях, тут можно глаз разбить на некие критериальные точки. То есть их я, кстати, не прописывала, потому что на глазах у нас все больше мастер ориентируется и проверяющий его мастер в общем, на визуальный образ, потому что иногда бывает одна стрелка даже чуть тоньше, другая чуть толще. Это мастер делает осознанно, чтобы выровнять асимметрию глаз, когда они один прикрытый, один открытый. То есть у нас же случаи бывают разные. Короче говоря, есть несколько зон, которые вы должны слева и справа у своей стрелки сделать одинаковыми. То есть на левом и на правом глазу у вас вот эти вот толщины должны быть одинаковыми. Это не всегда удается. И направление, естественно, вот это вот наше самого кончика стрелки, потому что самая частая тоже ошибка, которую я встречала, переделывая другие какие-то работы, либо останавливая студентов во время обучения, это когда кончики стрелок смотрели вот немного в разном направлении. Кстати, как избежать того, как это зафиксировать, даже если нарисовал эскиз правильно, то есть иногда эта проблема создается во время работы уже иголкой. Подробно еще поговорим мы об этом. Так вот, над зрачком толщина, посередине между зрачком и окончанием глаза толщина, и толщина середины кончика стрелки, которая уже за глазом. Вы должны, естественно, у вас не получится замерить там это линейкой или каким-то карандашом, потому что очень маленькие пространства, которые вам нужно замерять, и вы можете ориентироваться только на свои глаза, на симметричность того, что вы рисуете. Можно только смотреть, отходя в сторону, приподнимая вот таким образом, слегка натягивая глаза. Вы должны просить клиента смотреть вниз, в сторону, вот прям зрачками, чтобы сравнить эти ваши стрелки. Короче, вот на этом глазу у вас есть вариант нарисовать все, что угодно, любой длины, любой толщины. То есть, если клиент хочет, и понимает, что она ему нужна, эта стрелка, вы можете сделать все, что угодно. Жалко портить такие глаза. Я стараюсь отговорить, конечно, в основном. Уж лучше, если делать такую стрелку, ее делать теневой, но некоторые клиенты говорят, мне кажется, она какая-то недостаточная, как будто слегка стерлась, и хотят плотную яркую стрелку. Смотрите, то есть этим глазам идет практически все. Но, кстати, допустим, вот этой черной стрелки, они даже казались слегка больше, более интересными, на мой взгляд. То есть я не люблю прям сильно толстые стрелы, стараюсь их не делать, но желание клиента часто закон. В конце концов, мы деньги зарабатываем. То есть первое, что вы делаете, это выравниваете лицо клиента, когда к нему подходите, потому что все сидят слегка наклонив голову. Настолько слегка, что иногда на это внимание не обращают. То есть берете голову, выравниваете по радужке, по уголкам глаз, чтобы была у вас горизонталь, и только потом начинаете рисовать. Как я рисую на клиенте, я покажу вам на видео. С этими глазами разобрались. Тут, в принципе, нам понятно, что подходит все. И, кстати, о нижнем веке, на вот таких веках вполне можно рисовать. Сейчас я сотру красный цвет. Вполне можно рисовать нижнюю стрелку, если захочет клиент, но тоже с опаской. То есть, как вы понимаете, она вот в этом районе рисуется. Я ввела в правило, что нижняя стрелка не может быть длиннее, чем половина глаза. Вот по нижней линии я имею в виду. Потому что, на мой взгляд, вот так вот прорисованная прям до уголка, еще если грубо и ярко, стрелка по нижнему веку, а это некрасиво, и это прям очень сложно удалить. И чаще всего, лучше всего, когда эта часть у нас дымчатая такая, полупрозрачная. То есть вот на этом веке можно. На веке, когда вот этот каял, вот эта вот часть слизистая глаза вывернута сильнее, уже делать не надо, вы не украсите это лицо совершенно, то есть таким образом, таким макияжем лицо совершенно, это будет такое подчеркнутое глаз спаниеля с подчеркнутой вот этой линией снизу. Идем на следующий глаз. Какой там у нас следующий эскиз? Так, тут у нас сейчас появится узкий глаз. Что значит узкий? Это не имеется в виду, что он у нас
узкий, как у китайца или японца, я имею в виду такой плоский глаз. То есть это довольно частое явление, когда нам хочется глаз сделать более круглым, наоборот. То есть он вытянутый. Макияжем я бы не вытягивала его еще дальше. Никакие стрелки, уходящие далеко за пределы глаза, нам не нужны особенно в этом случае. То есть что я бы сделала? То есть опять снова ориентируясь по вот этой линии, которая у нас идет по нижнему краю глаза, можно белым ее отрисовать. Такая. Ну, она работает практически на всех, и даже более того, если глаза на разном уровне, сильно на разном уровне, то вы тоже можете пользоваться вот этой линией, которая внешняя треть глаза. Почему треть? Потому что, кстати, смотрите, если глаз поделить на 3 примерно ну, части, то вот одна часть, вот вторая часть, вот третья часть. Поэтому я говорю треть. Убираем лишние линии. Что я бы делала с этим глазом? Как я еще раз уже говорила, я бы его... Такие зрачки расширенные, интересно, даже от вспышки расширенные. То есть я бы здесь поднимала над радужкой. Вы можете при помощи стрелки поменять форму глаза. То есть обычная картина, когда мастер сразу начинает рисовать кончик, красивый длинный кончик, который будет эффектно выглядеть на фото, там в 3/4, допустим. Но наша-то задача это глаз интереснее сделать. То есть здесь, конечно, ну, как бы не обсуждается, что всегда полностью и плотно прокрашивается межресничка, но обсуждается толщина стрелки во всю длину глаза, то есть как мы изменим и прокрасим. Смотрите, если уже вот так вот глаз становится интереснее, то есть если мы отходим и смотрим, как вы видите, здесь над зрачком толсто, то есть если эту кожу растянуть, там будет работы, не знаю, на миллиметров 5-7, и эта межресничка во внутреннем уголке и во внешнем уголке. То есть я как бы вышла бы над зрачком, прям на толстую стрелку, и ушла бы в межресничку ближе к контуру. И вот здесь вот вы можете уже порисовать то, что хотите, то, что позволяет конкретное веко, потому что здесь веко, в принципе, хоть и плоское, но вот в этой части открытое, вы можете выйти за линию при желании, за века, чтобы вытянуть стрелку немножко, может быть, если захочется. Может быть, даже она может и длинной быть, если она будет какая-то тонкая, какой-то такой интересной формы. Надо помягче прорисовать. Иногда на таких глазах вообще хватает, так как он сам по себе большой, просто плоский, на нем хватает пушистой межреснички для того, чтобы сделать его ярче, интересней, этот глаз. Просто пушистая часть, распушенная над веком чуть больше. То есть, ну вот примерно так. А еще, кстати, очень простой способ. Это просто из уголка глаза вот так вот по этой линии, которую мы рисуем, просто вот так поднять резко прямую вверх линию и ее закрасить, вот этот вот уголок. Ну вот в том месте, в котором разрешено работать. Я, кстати, об этом чуть-чуть позже тоже скажу. Ну, такой получается простой эскиз, но тут, видите, в районе уголка глаза это межресничка, много работы над серединой зрачка, над радужкой и немного работы тонкий хвостик, либо теневой вообще хвостик во внешней части. Вы видите, какая большая разница между глазами. Один все еще плоский, другой стал красивый и в общем и целом миндалевидный. Нижнее веко здесь в принципе тоже позволяет надымить что-то во внешней трети глаза для того, чтобы, ну, он как бы ресниц мало, и это не будет здесь проблемой. Ну, я тоже не люблю трогать нижнее веко, не всегда это украшает глаз, его визуально часто сжимает, уменьшает.
По симметрии что я делаю тоже очень часто, когда проверяю? Я подхожу к клиенту, ставлю ему на абсолютно одинаковом от уголка глаза расстоянии пальцы и вот так вот слегка оттягиваю с одинаковым усилием. Тут важно, то есть не оттянуть в разные стороны или с разным усилием, один сильно, один слабо натянуть. Я это делаю, чтобы понять, какой толщины у меня стрелки, какой толщины кончики стрелок. То есть вы прямо вот так бегаете глазами слева направо и воображаемые точки чекаете. То есть у вас там 2 миллиметра, здесь 2 миллиметра, 5, 5. То есть вот всю стрелку пробегаете. Насчет перекрытий сразу скажу. Очень-очень много глаз приходит таких, которые исправить невозможно. Приходится работать с тем, что есть. Прям конкретные примеры. Может быть, надо сделать, не знаю, создать вебинар, где вы пришлете работы таких клиентов, и я бы там нарисовала, объяснила, что можно, что нельзя, но с каждым конкретным примером вам нужно будет работать самостоятельно. Кстати, мы не спросили, слышно ли хорошо, и у нас нету обратной связи, когда... все хорошо, да? Все слышно хорошо, ладно. Мало ли. Вот. По исправлениях старых чужих работ, которые вам не нравятся, вы должны всегда понимать, что будете виноваты всегда вы. То есть последний мастер, который работал, который взял на себя ответственность по исправлению какого-то некачественного татуажа, всегда это его проблема. То есть к вам будут потом оставшиеся 20-30 лет ходить и говорить: это ты сделала, ну-ка давай еще делай, исправляй, убирай, удаляй, потому что спустя там 2-3 года эти клиенты часто приходят и говорят: давай удаляй, я согласна, а там уже столько пигмента, прям просто жесть, кожа на веке очень тонкая, насколько я вижу, удалять больнее всего на веках пигмент. Мы, допустим, удаляем только вот эти внешние кончики, мы не лезем на середину глаза. Ну, кстати, чаще всего именно вот эти внешние кончики смотрят в разные стороны и нарушают все правила. Мне нужен следующий эскиз. Так, сохранить. Что там у нас следующее? Нависшее веко. Нависшее веко — это просто беда, бедовая беда всех вообще клиентов и вообще женщин, в принципе. Нависшее веко на деле позволяет работать с собой практически всегда только в зоне межреснички. То есть вы делаете либо, вы, кстати, всегда должны начинать, я тоже об этом буду говорить в видео, работать с глаза, на котором веко висит сильнее, потому что иногда бывает один глаз вообще открытый, а второй прям на нем невозможно работать. То есть вы выбираете сложный глаз и с него начинаете работать. Сложность глаза — это значит его веко нависшее. Ну, чаще всего это единственная проблема, которая нам дает или не дает работать с глазами. Здесь веки одинаково волшебно нависшие. И на деле здесь, как видите, по идее надо бы вот эти вот излишки кожи удалить, и тогда глаз был бы просто великолепный, красивый, красивой формы очень глаза, просто веко легло так, что портит жизнь хозяйки. Вот, что мы можем сделать тоже? Мы можем, я, смотрите, сменила кисточку, то есть там у меня была ручка, а сейчас у меня карандаш, потому что вот в этом случае я бы точно делала что-то такое не яркое, вернее, может быть и яркое, но теневое, потому что нету смысла. Ну, то есть нам, по сути, надо закрасить вот эту кожу, которая видна. Там может быть даже тоненькая стрелочка где-то, но так как это бессмысленно, любая тоненькая стрелочка или толстенькая, или любая изломается и будет выглядеть некрасиво, я рекомендую вам плотно прокрашивать межресничку, конечно, и просто подниматься на, не знаю, несколько миллиметров вверх для того, чтобы... Ну, я имею в виду в прокрасе над межресничкой, для того, чтобы глаз просто стал ярче. Как видите, он ярче становится, безусловно, но как бы кожа никуда не денется. И одно время вернее, знаете, как когда приезжают ко мне на обучение с нависшими веками, модели попадаются, и мы все равно иногда на них рисуем теневые какие-то стрелки, но если вот это веко закрыть, сложить, то чтобы понимали, там будет такая огромная работа, и она настолько бессмысленная, вот эта травматизация глаза, что я уже давным-давно не разрешаю своим мастерам так работать, но иногда во время обучения мы, конечно, работаем, если клиент полностью осознает, чего он хочет, потому что, конечно, огромную площадь на веки прокрашивать, как было модно одно время
делать эти листики гигантские. Я тоже их умею делать и много делала, и учила их делать, но не люблю. Смотрите, тут мы работаем только до уголка. Все уберу, увеличу, покажу. То есть вот у нас уголок глаза, от него мы поднимаемся наверх. И вот здесь вот мы просто плотно закрашиваем межресничку. Это может быть, конечно, и стрелка такая маленькая, четкая, плотная стрелка с четкими границами. В месте уголка глаза вы вывалитесь немного за межресничное пространство на кожу. И глаз, безусловно, немного станет лучше, но не так, как если бы эта женщина сделала блефаропластику. То есть вы должны понимать, что вы не всемогущи. И рисовать какие-то огромные лепестки, то есть что спасет ее здесь? То есть если мы возьмем, допустим, какие-то тени и вот эту вот зону прокрасим, то есть знаете, как делают? Вот здесь макияжем темноту наводят. То есть в таком случае, да, но это декоративный макияж, и он ей в жизни не особенно нужен. То есть каждый день ходить вот с этим огромным лепестком на глазу, смотреть вниз и понимать, что там у тебя на веке черный флаг, неправильно. Поэтому мы рисуем то, что можно, не сильно много, и отправляем клиента на блефаропластику, если у него есть такая возможность. То есть на самом деле вот это конкретное веко, оно же нависнет еще больше. Иногда бывает даже показания блефаропластика. Ну ладно, это уже ерунда, что я рисую. Так не надо. Если вы смелый и отважный мастер, то вы, конечно, можете создать огромную тень. Но с нависшим веком шутки плохи. Если вытянуть его вот так вот в сторону стрелкой, пройти сквозь складку, это не украсит тоже этот конкретный глаз. То есть, ну какой смысл? Мы просто сделаем его длиннее. Просто длиннее. Красивее мы его точно не сделаем. Понимаете, да? Потому что чаще всего нависшее веко продолжается, и вот здесь складка кожи еще идет во внешнем уголке глаза тоже. И, короче, я против таких рисунков и таких экспериментов с клиентами. Мне следующий слайд, пожалуйста. Опущенные уголки. Опущенные уголки. Я люблю работать с такими глазами тенями. То есть теневая стрелочка или тени вообще в принципе. Где мои опущенные уголки? То есть, но это должно быть, конечно, с согласия клиента, что нам нужно делать. Вот в этом случае опущенные уголки можно как бы исправить эту проблему, также используя вот эту вот внешнюю как бы треть. То есть эти опущенные уголки, они не сильно испортят нам веко, если мы воспользуемся вот этим правилом. Единственное, что я бы не стала делать, особенно на молодых глазах, очень толстую стрелку в этой части. И я люблю работать, еще раз повторюсь, тенями, но наша задача, чтобы создать миндалевидный глаз, так, я сейчас, наверное, опять возьму, или лучше белый цвет. То есть что нам нужно сделать? То есть нам нужно в этом случае условно создать миндалевидный глаз. Смотрите, вот я его прорисовала сейчас. Приподнятый уголок к внешней части, ну, может быть не такой большой, чуть меньше, но смысл понятен. Что я могу сделать на этом веке? Я возьму черный цвет. То есть, чтобы эту зону обыграть, я бы прорисовала вот здесь стрелку. Может быть, даже из уголка глаза, тут помассивней. То есть у вас есть несколько вариантов, как работать с таким глазом. Но опять это зависит от того, насколько он опущен, насколько он завален. Такое, чтобы было ощущение ресниц. Но тут некрасиво. Видите, вблизи я смотрю вроде норм, глаз норм, а издалека понимаю, что вот эта вот часть утяжеляет слишком.
особенно такой молодой глаз, ему такая форма ни к чему вообще. В том числе часто утяжеляет глаз и вот эта вот часть стрелки. То есть иногда нужно, но это нужно смотреть издалека, как выглядит глаз. Нет, тут мне вообще все мешает. То есть мы рисуем до тех пор, пока нам не понравится картинка, которую мы создаем. Пока мы не увидим изменения глаза, как бы в этом деле спешки быть не должно. Если вы не уверены в своих силах, выделяйте больше времени на то, чтобы рисовать эскиз клиенту вашему. Прям сразу. Что-то мне не нравится, я сейчас сотру. Эти линии мне мешают, я их скрою сейчас. То есть я очень часто просто накидываю что ж такое? Это выключено, я там рисую. Накидываю просто такую, знаете, теневую какую-то стрелку, и потом просто подхожу, подтираю, убираю лишнее, смотрю на то, как меняется глаз. То есть, ну, в этом случае нужно большую зону заполнять в районе вот этого опущенного века. И она такая толстая, что ее заполнять было бы лучше всего тенью. То есть стрелка здесь очень толстая нужна, чтобы глаз изменить. Ну, так оно меняется, приподнимается. Сам кончик стрелки, который у вас прорисованный, он очень важен. Вы тоже должны очень тщательно прорисовывать и очень тщательно фиксировать, когда будете работать, потому что иногда мастера фиксируют верхнюю линию неплохо, а нижняя линия, она у них теряется, и стрелка уходит в ресницы слишком рано, в межресничное пространство. И получается как бы, там, не знаю, 5-7 миллиметров ресниц по вот этому, вот в этой части пустые, не прокрашенные, стрелка отошла рано, и как бы глаз это не поднимет никак, не приподнимет, это странно смотрится достаточно. Вот в этом случае получается, сейчас кончик подотрем еще. То есть, видите, кончик как бы опустился ниже, чем рекомендует вот эта внешняя треть глаза, и уже визуально смотрится немножко странно. Но вот посмотрите, как много я прокрасила. Здесь, наверное, если работать, если натянуть кожу, там будет чуть ли не миллиметров, не знаю, 7-8, а то и сантиметр работы, которую надо плотно совершить. Поэтому я бы совместила такую стрелку с тенью. Как только убирают чуть-чуть, видите, глаз становится снова опущенным. Поэтому вот на таких глазах я бы работала совместно стрелка с тенью. То есть вот эта зона, она должна быть закрыта. Вот та часть пустая кожи, которая у нас получается у этого клиента, нам портит картину маслом. То есть можно даже вот так, смотрите, освободить полностью вот эту вот зону. То есть это глаза, я их первый раз также вижу, мне их подобрали для вебинара, так же как и вы. И я, в принципе, вот так и ищу на клиентах. Я ищу форму, прикидываю, отхожу, рисую, стираю. И всегда рисую один глаз, просто для того, чтобы показать его клиенту, получить одобрение, потом уже зеркалю на вторую сторону. Ну вот, наверное, вот на чем-то таком я бы остановилась, если мы говорим о толстой черной стрелке. Смотрите, основная работа во внешней трети глаза, над зрачком уже уходим в межресничку. То есть, в принципе, эта зона, середина прям над зрачком или прямо за радужкой сразу. Это зона, где я почти всеми стрелками ныряю уже в межресничку и работаю вот в этой внутренней трети глаза только в ресницах. А так как здесь основная ширина глаза сосредоточена именно ну, вот ближе к носу,
то наша работа вся во внешней трети глаза. Вот. И смотрите, я сейчас сотру часть этой стрелки и ну, как бы закрашу это дело тенью. То есть вы поймете, что так тоже неплохо было бы. То есть, чтобы стрелка у нас была как бы только в межресничке. Кстати, еще я не люблю, когда вот этот вот уголочек во внешнем крае толще, чем все остальное, что мы рисовали вот на глазу. Не очень это красиво, на мой взгляд. Но здесь просто ресницы слились. Так, выбираю карандаш, увеличиваю радиус, уменьшаю прозрачность. Радиус увеличился. Не так сильно. Вот так. То есть и все, вот эту вот зону просто я тенью. Тени здесь что-то мне недостаточно. Как бы смысл такой же, сделать просто яркой межресничку. Тень, кстати, может быть и коричневой, какой вы захотите ее сделать. Я чаще всего делаю тени коричневыми. И вот в этой части стрелку раздымляете, делаете ее не такой глухой, не такой яркой, как бы меньше пигмента просто в коже. И с большой... Опс, вышла. Из большого расстояния получается эффект в общем и целом такой же. Просто не то, что меньше работы, просто меньше пигмента в коже. Вот все, чего мы добиваемся, закрывая эту часть не черным глухим прокрасом, а просто тенью. То есть все, каждый раз я отодвигаю, смотрю, как выглядело бы это лицо с большого расстояния. Здесь вы можете стрелку вытянуть, в принципе, как хотите далеко, если вам этого будет хотеться, потому что века, ну, она должна быть теневая, потому что здесь начинается уже, видите, складка. Ну, вот эти тонкие, очень тонкие, такие тонкие, как волосиночка, хвостики, они смотрятся эффектно на фотографиях. И, в принципе, и многие клиенты их тоже любят. И я не вижу в них ничего страшного, особенно если они сделаны таким легким прям движением, как волоском. И вот это направление уже, даже если стрелку, видите, я совсем не изменила, просто вытянула дальше этот кончик. Направление глаза прям очень сильно меняется, если есть вот такое вот окончание у вашей стрелки. Разницу между глазами видно, да, как они поменялись. И, кстати, здесь вот эти брови одни из самых таких сложных, потому что они ядерно-черные. Тут было бы неплохо еще и излом дать, такую как бы изгиб брови придать, потому что очень плоская бровь, тяжело смотрится, яркая и плоская. Вот, поэтому я бы тут поработала в комплексе с этой девушкой. Так, следующий, пожалуйста, мне эскиз. Широко посаженные глаза. Я поняла, что искать. Широко посаженные глаза ни в коем случае нельзя раздвигать стрелкой. Ни теневой, ни какой другой далеко уводить. То есть у них зона работы — это радужка. И даже возможно прокрасить... Где вы, мои широко посаженные глаза? Близко посажены, широко посажены. Вот они. Вот они. То есть часто у таких клиентов очень широкая вот эта часть лица. И вот это расстояние между глаз большое. То есть, вы знаете, по правилам в живописи, в рисунке между глазами должен войти еще один глаз. Ну вот здесь точно он войдет. Но это как бы в идеальном идеале. Но вот конкретно эти глаза визуально, я, как видите, здесь и бровями тоже их можно было бы свести ближе. То есть чтобы лицо стало как бы все ближе в центр свести. Так, что мы тут делаем? Тут я бы прокрасила в ее случае вот эту часть тоже активно. Непрозрачность увеличиваем.
То есть вот здесь прямо от межреснички и над ней мы начинаем работу. То есть она важна в этой части глаза тоже, потому что если вытянуть внешнюю часть, мы растянем еще сильнее наши глаза. И здесь бы я прокрасила и межресничку, и вот здесь вот утолстила бы внешнюю треть глаза, немножко у стрелки утолстила бы, потому что немножко завалено веко, чуть-чуть оно завалено. Потому что мне лично хочется в красивую форму его вывести здесь, вот утолстив. Отодвигаю, смотрю. И вот когда я утяжелила вот эту часть внутреннюю, у меня уже тут, в принципе, возникает желание и стрелку вывести даже. То есть она уже никак мне не мешала бы. Но опять смотрю. То есть, ну вот что-то такое я бы сделала и была бы довольна. Вот прям без фанатизма. Какие-то супер декоративные вещи я не особо люблю делать, потому что люди ходить должны с этим долго. Кончики можно сделать любыми по желанию клиента, там и острыми, и короткими, и тупыми, то есть как вам захочется, потому что здесь тоже веко открытое. Но я уже не делала бы их толстыми и тяжелыми, и плотно прокрашенными именно вот в этом вот уголке, для того, чтобы не оттянуть глаз визуально дальше. Смотрите, на втором глазу я не буду трогать вот эту внешнюю часть, внутреннюю часть, и просто вытяну длинную стрелку. Ну, такие вот очень тоненькие, многим идут и ни на что особо не влияют, но вот она, на мой взгляд, вот так как запятая утянула глаз туда в сторону и не украсила его совершенно. Хотя вот так вот в отрыве от всего глаз, может быть, и смотрелся бы симпатично, особенно если вот здесь вот в этой части еще там дать дымку. Но еще раз повторюсь, мы работаем в комплексе, на все лицо смотрим и предполагаем, что носить она будет, ну, как бы, ну, мне не нравится совершенно. Хотя вблизи глаз сам по себе красивый. Тут реально скорее я бы ей брови бы сдвинула. То есть у нее прям вот здесь не хватает. Не хватает волосков вот здесь, вот в этой части. Волосков или растушевки той же самой. То есть, и видите, как лицо меняется благодаря именно бровям. И излом я бы ей дорисовала. Захватили заодно и брови. Воздушно, но вытянуть к носу вот это вот. Переборщила немножко. Ну, короче, вы меня поняли. Вот эта часть немножко лишняя. Все, и вот тогда лицо бы прям очень сильно изменилось и прям улучшилось бы, на мой взгляд. Давайте мне следующий слайд. Близко посаженные глаза. Близко посаженные глаза, как вы понимаете, нам нужно раздвинуть наоборот. Близко посаженные глаза очень часто ограничены глазницей, такой вот прям рельефной, выпуклой. И очень сложно там что-то сделать, особенно если еще и кроме того, что глаз близко посаженный, у вас там, допустим, еще и какие-то морщины, возрастные изменения и так далее. То есть здесь очень красивые сами по себе глаза, но они сидят близко, еще и глубоко. То есть они, кроме того, что близко посажены, еще и глубоко посажены. И это, кстати, тоже очень частая ситуация. Что мы здесь делаем? То есть здесь нам нужно вытянуть как раз-таки такой стрелкой глаз в сторону. И она может быть, безусловно, у меня коричневый цвет. И она может быть, безусловно, толстой вот в этой части, во внешней части глаза.
Опять я рисую, близко смотрю, нахожусь близко. Отхожу, смотрю дальше. Так, я начала рисовать на не том слое, сорян. Как рисовать прямо на клиенте, я покажу вам на видео, потому что я там, рисуя эскиз, держу веко еще всегда, потому что они изволят моргать. Именно в момент рисования они все страшно хотят поморгать. То есть, ну вот, стандартная, обычная, красивая стрелка, которая идет многим, практически всем. Просто ее акцент у вас во внешней части, и здесь вы можете и вытянуть ее дальше. Посмотреть, как это смотрится, и еще вытянуть. Боже, так можно делать работы даже и выставлять. Выглядит как по-настоящему. Так не делайте. То есть, ну, конечно, это прям очень декоративная стрелка. Я такую не рекомендую делать, особенно если клиент ваш не уверен или вы в своих силах не уверены. Так, что мне тут надо? Но, тем не менее, такие стрелки, ну, я бы продала реально почку в юности за такую стрелку, потому что они никогда мне не получались ровными, и я тратила очень много времени на рисование. Если ее разобрать, то опять смотрите, я здесь не нарушала вот это правило. Вот если так продлить линию, моя стрелка соприкасается с этой линией, но она не опускается ниже нее. Вы можете, даже если вам это поможет, ее прорисовывать прямо на клиенте, но я обычно просто вот в самом начале, раньше, когда только начинала, я прикладывала карандаш или зубочистку, запоминала глазом какие-то на коже ориентиры, там неровности, волоски, какие-то прыщики, и как бы понимала, что я рисую до этих пор. Ну и вот акцент мы смещаем в итоге к внешней трети глаза и за него, если позволяет веко. Здесь веко опущенное, ой, не опущенное, открытое, и вы тоже можете нарисовать много на этом веке. Если у вашего клиента веко ну, как бы заваленное, опущенное, возрастные изменения, то вы останавливаетесь до него. И сейчас я сотру часть. Получается, вот эту часть только. И здесь можно, ну, чуть-чуть кончик изогнуть, сделать поаккуратней. То есть вот этот изгиб, вогнутость на веке, она нужна, но почти всегда. И если вы укорачиваете вашу стрелку, то она перестает быть изящной, как вы видите. Так, что у меня здесь карандаш белый. Я бы в этом случае чуть-чуть добавила бы еще вот в районе над радужкой, потому что она стала какая-то тяжелая. То есть это, знаете, у некоторых народов очень густые ресницы. Иногда ты общаешься с человеком и думаешь, что за несправедливость. У них вот так примерно выглядят их густые ресницы. Так, я, наверное, здесь даже еще сотру часть, потому что она теперь без того кончика длинного, она смотрится такой. Ну, в любом случае, глаз становится ярче, акцент сдвигается, даже несмотря на то, что веко заваленное не получилось бы. И когда тонкая переносится и близко посаженные глаза, ни в коем случае не прокрашивайте выше межреснички вот в этой части глаза и не делайте там никаких акцентов. При помощи макияжа, мазком там светлых теней визуально раздвигают тоже эту зону, но опять я не рекомендую лезть туда с белилами в перманентном макияже для того, чтобы раздвинуть. Пусть это делает ваш клиент при помощи косметики. Боже мой, зачем туда лезть?
Вот, и если вдруг века опущено опять, я не рекомендую делать прям карандашную, яркую или подводковую стрелку, то есть вот эту зону мы можем прокрасить при помощи теней, чтобы не было четких границ. Все-таки четкие границы, на мой взгляд, стрелки с четкими границами идут вот этой идеальной кожи, когда нету морщинок. То есть иной раз ты рисуешь, вот кожа натянутая во время работы, и отпускаешь, она садится, и эта идеальная стрелка становится вся вот такой вот изжеванной, просто потому что века дряблая, и эта стрелка как бы не подходит этому веку, даже если ты сделал ее идеально. Поэтому только на молодой коже, на хорошей, на открытом глазе можно рисовать четкую стрелку с четкими границами, более того, большую и массивную. Так, что там у нас еще есть? Материалы для работы пошли. Я бы сейчас открыла, пока я со стилусом, комментарии, почитала бы комментарии, ваши вопросы, вернее, по поводу рисования стрелок. То есть, еще раз повторюсь, быстро рисовать вы научитесь, если будете много только практиковаться. Я знаю, что это касается, естественно, и бровей, и губ, и век, всех зон. И очень часто мастера рисуют очень много бровей, потому что брови вокруг нас окружают брови, а стрелок мало в их жизни. И эскизы даже рисуются редко. То есть вам ничего не мешает каждому абсолютно вашему клиенту после процедуры, допустим, бровей или губ сказать: а давай я тебе и эскиз стрелок нарисую. Просто посмотрим, как твой глаз изменится. И просто это практика. 10-15 минут после каждого клиента, если есть свободное время, несколько вариантов прорисуйте. Клиент ваш заинтересуется и захочет дополнительную зону, а вы набьете руку. Вы можете рисовать стрелки таким образом, чтобы он просто после вас ушел как бы накрашенный, не стирать их даже потом. Поэтому абсолютно я уверена, что тут дело только в практике. И более того, зона век, она не дает вам возможности ошибки. Нельзя ошибаться на веках, потому что ошибку исправить крайне сложно. Так. Смотри, тут просто между собой многие общаются. Коричневый какой цвет из вашей линейки для растушевки? Для растушевки на веках я всегда использую только холодные оттенки. То есть это либо русый, если это прям перед вами такой нордический тип, вот этот скандинавский, бело-белокожий, бело-ресничатый, и им не нужны яркие такие темные цвета, или каштан холодный, или каштан нейтральный. То есть ими можно работать на веках. Без красного оттенка, конечно. Так, о фиксации я буду дальше говорить. Всем привет, Луганск. Черный мешается с коричневым. В данный момент все последние работы я делаю просто чисто черным цветом. Никакого корректора туда коричневого я не добавляю. Но для наших мастеров у нас есть, ну не то что есть, а они пользуются, особенно те, кто новички, работают пополам с таким коричнево-красным цветом. Это немножко минимизирует похолодание после заживления, потому что, понимаете, да, чем глубже пигмент, тем он холоднее смотрится. Он не становится синим в коже, он просто из-за глубины искажается толщиной кожи вот этим фильтром. Что делать, если один глаз больше другого? Такие вещи я тоже не рекомендую исправлять стрелкой, я рекомендую делать это при помощи растушевки. Это все-таки, наверное, отнесем к следующему уроку. На следующей неделе будет вебинар по стрелке, которая с тенью, которая сама как растушевка. Вот это самый такой лучший вариант для исправления асимметрии глаз. Четкая стрелка, она как бы визуально утяжеляет глаза, сужает их, уменьшает. То есть на больших красивых глазах смотрятся красивые стрелки. То есть, там не повезло, так не повезло. Вот это вот из той области. Тоненькие губы маленькие не увеличить и не сделать красивыми, прям идеальными. То же самое с маленькими глазками или с несимметричными. Так, можно хвостик стрелки продлевать за залом подвижного века. Но я не рекомендую. Хвостик стрелки не должен заламываться подвижным веком, вот этой складкой. То есть если есть возможность поднырнуть под ней,
то норм. Если она у вас уходит в прям складку, то она не будет смотреться красиво, хоть ты тресни, она будет изломанная, и то есть если века уже с опущенным, вот с ну вот со складкой, пара лет, и эта стрелка станет прям еще более некрасивой, то есть, ну, конечно, исключения бывают разные. То есть и все мастера совершают какие-то осознанно нарушения правил. Это бывает, но это на вашей совести. Я не рекомендую лезть плотной стрелкой в складку. Единственное, чем вы можете залезть, это тенью, теневой стрелочкой. Можно ли делать коричневые стрелки, например, для глубоко посаженных глаз или для блондинок? Если да, то каким из наших пигментов? Еще раз повторяю, это может быть каштан, потому что он на желтой основе, или это может быть русый, потому что он очень кроющий, очень яркий, но для работы в межресничке этого цвета все равно маловато. Я бы, может быть, сделала верхнюю теневую часть или верхнюю часть стрелки, допустим, ту, которая над ресницами находится там чистым коричневым цветом, и напополам бы смешала, может быть, с черным, или там одну треть черного добавила бы в микс для прокрашивания межресничного пространства. Просто очень белесые клиенты, у них еще и ресницы эти белые, и за ними не видно будет вашей работы совсем, если сделать просто коричневым. Если клиент с далеко посаженными глазами, настаивает, видимо, как быть. Длинный стрелок между доводы ему до одного места. Есть такие клиенты упертые, которым все до одного места. Вы подписываете документ просто, у нас информированное согласие, в котором клиент пишет: эскиз мой, претензий к мастеру иметь не буду. И храните его, потом создайте папочку для таких клиентов, не храните ее со всеми вместе, чтобы в случае его претензий через год-два, когда он придет, скажет: ты это сделала, удаляй за свой счет, вы скажете: нет, это твои проблемы, я могу удалить, но платить будешь за это. Поэтому они настаивают, конечно, периодически. А потом говорят: ты мастер, ты должен был мне отказать. Чем рисовать эскиз? Глобальный вопрос, чтобы он не смазывался быстро, но и при этом легко было подправить эскиз. Сейчас как раз о материалах будем говорить. Я покажу, чем я рисую эскиз. Из всего я выбрала в данный момент рисовать вот эти вот материалы. Как быть с тонкой сосудистой кожей? Если прям ярко выраженные сосуды, вы понимаете, что прям супер опасная кожа, не делать черную стрелку. То есть межресничка, да, черная, безусловно, а внешняя часть у вас должна быть тогда дымчатой, потому что есть даже такие выпуклые сосуды, которые ты просто тронуть боишься. Но на самом деле практически у всех все равно эта зона такая сосудистая. Чего уж там, когда натягиваешь кожу, ты понимаешь, что сосуды у всех. Но если прям сильно страшно, работайте лучше в теневых техниках на таких глазах, потому что тени никогда не поплывут. Единственное, что надо очень хорошо натягивать кожу, чтобы вот эта вот бугристость вам не создавала пятен. Так, всем привет, кто в Италии? Так, какая анестезия лучше, лайтдеп или... Мы пользуемся лайтдепом, а лайтфрост нам вообще не понравился. Так, эскизы про эскизы сейчас. Черный пироман бленд и коричневый. Они все равно дают синеватость. Можно ли в черный добавлять прям рыжий цвет? Рыжий цвет это больше ближе к оранжевому. То есть вы высветлите сильно черный цвет. Скорее всего, если у всех ваших клиентов дает даже при вот такой добавлении корректоров синеватость, вы просто работаете глубоко. Поэтому вам нужно пересмотреть. Чаще всего перманентные пигменты, вот этот черный, он скорее всего уже с примесью корректора. А если вы еще добавляете все равно синеватый цвет, то вам нужно пересмотреть нажим, с которым вы работаете. Мне очень нравится, когда наружная часть стрелки выходит из самого-самого уголка. Так и эта зона табу или напыляющую стрелку из самого уголка вывести можно. Если вы опытный мастер, безусловно, вы можете работать в этом уголке. То есть это, знаете, как у меня в моей практике был единственный подтек на глазу, когда я просто офигела, там была плотная кожа, во время процедуры вообще ничего не было, все было нормально, молодая, хорошая кожа. И это была малюсенькая стрелочка, и подтек получился вот где-то вот в этой вот части глаза. Как бы подтеки убираются одним щелчком лазера, в этом их плюс, прям очень легко уходят, но
Вот в этой части я работала много раз и перекрывала, и исправляла, и по просьбам клиентов делала дымчатые стрелочки. Ничего мне никогда не текло. То есть я понимаю, что это зона табу, особенно для новичков. Если вы мастер опытной кожи чувствуете, и если у вас ну, как бы рука чувствует уже, что делает, то работать там в принципе можно. Не рекомендую туда лезть плотной стрелкой просто. Вот соединять вот эти уголки, потому что это никогда не красиво. Я думаю, что на самом деле это там есть и много сосудов и рыхлая кожа вот в этом уголке глаз. Но чаще всего во время обучения запрещают всем новичкам там работать, потому что это не украшает ни один глаз. Вот так сведенная в один сплошняк стрелка никого не украшает. Поэтому, да, поэтому всем дают запрет на работу в этой зоне. Мы сейчас уйдем на 5-минутный перерыв. Вы пишите свои интересные вопросы. Я сейчас вернусь и на них вам отвечу. Так, ну что, я вернулась. Так, как обновить стрелку на дряблой старческой коже? Дряблой старческой коже стрелка не нужна. Ну как обновить? Просто натягивать хорошо и понимать, что у вашей стрелки не будет ровных красивых границ, потому что мелкоморщинистая кожа навеки. Просто прокрашивать, хорошо натягивая кожу. Так, мне очень нравится, когда наружная часть стрелки выходит из самого угла. Об этом я уже говорила, это я куда-то скакнула. Если есть папилломы на глазах, вы не можете трогать никаких новообразований. Никогда, ни на какой зоне никаких новообразований. Поэтому вы ее обходите, либо если их там реально прям много, или какая-то большая штука в межресничной зоне, я такие встречала, вы отправляете к врачу, чтобы ее либо удалили, либо сказали, что с ней делать. Но как бы ни один врач вам не скажет, да, не проблема, закрась ее. Никто так не скажет, это опасно. Так. Если попали в сосуд и получилась клякса, что делать? Если прямо в процессе у вас получилась клякса, и вы видите, что по сосуду пошла краска, то вы можете прямо очистить мокрой палочкой, натянув кожу и мокрой палочкой выдавив в обратную сторону. Но вот у меня единственная в моей жизни клякса была не сразу после процедуры, ее не было видно вообще, а после того, как сошли корочки, она образовалась там на какой-то второй или третий день каким-то образом. Я не знаю, какой там механизм даже. Но еще раз, если во время процедуры, то это хорошо, вы можете очистить. Прям в сторону ресниц такими давящими движениями выталкиваете пигмент. Что делать, если папиллома, уже сказала. Чем лучше удалять стрелки, лазер или ремувер? Я за лазер всегда. Вы удаляете лазером до тех пор, пока у вас не будет уже остатков, которые лазер не видит. Вот и все. Единственное, вы должны предупреждать, что пигментов в коже много, и иногда бывает, что лазер, после воздействия лазером, он дробится на более мелкие частицы, и подтеки появляются после лазера. Но они убираются на следующей процедуре буквально. Блин, вот честно, я бы не дала свои глаза, чтобы на них работали ремувером, потому что ноунейм какая-то жидкость, какая там у нее основа, каким именно вы работаете, короче, я бы свои глаза не доверила. Глицериновые пигменты, например, аква, хорошо прокрашиваются или лучше водно-спиртовые пигменты? Аква не хорошие пигменты, аква не прокрашивает хорошо стрелку. У аквы как раз таки стрелка вообще какой-то не кроющий. У аквы были неплохие бровные пигменты, пока не стали уходить в красный цвет. А стрелка очень какой-то разбодяженный, прям ни о чем пигмент. Поэтому чем концентрированнее цвет в пигменте, тем лучше, ярче ляжет ваша стрелка. Быстрее вы ее прокрасите. Ни одними перманентными пигментами так быстро и плотно и ярко не прокрасить, как татуировочными, потому что, еще раз повторяю, там очень большое количество пигментов краски в этой. Если клиент с далеко посаженными глазами, нависшим веком настаивает на длинной стрелке, но я про неадекватных клиентов уже ответила, то есть одно и то же. Про каял. Каял я не прокрашиваю, вам не рекомендую. Я консультировалась с врачами, об этом тоже будем говорить дальше. Это зона, где находятся железы, которые увлажняют глаз. Нельзя ее трогать. И так сейчас синдром сухого глаза у всех. Это зона табу вообще. Не трогайте ее, потому что некоторые мастера, даже хорошие мастера, прокрашивают, но нельзя это делать просто потому, что у клиента могут быть в будущем проблемы. Так, как, чтобы не текла краска на стрелке под кожей?
Знаете, как я замечала, что у меня во время обучения пару раз были потеки, вот прямо в процессе. Когда мастер начинает работать вот такими маленькими штришочками, долго-долго в одном месте, то есть он прям разбивает, травмирует сильно очень кожу, в том числе сосуды, в которых много, навеки их очень много. И как бы в одном месте ковыряясь, он прям сильно разрушает, и в таком случае по сосуду иногда идет пигмент. То есть если вы работаете стабильно, равномерно и не скажу размашисто, то есть моя зона работы это примерно, ну сколько там, 5 миллиметров, то есть мой штрих 5 миллиметров, но вот такие малюсенькие вкапывающие движения я не совершаю. Поэтому как бы я подозреваю, что от потека навеки не убережется никто. У кого-то, даже у самых опытных мастеров, там раз в жизни он дослучался, причем когда не ждешь его. Поэтому приходится с этим смириться и просто удалять лазером. Так, большие круглые глаза, лучше растушевка. Большие круглые глаза, если позволяет века, нужно вытягивать в сторону. То есть это межресничка, ни в коем случае не выходить над зрачком на кожу и вытягивать внешнюю часть у больших круглых глаз, насколько позволяет их форма. Потому что большие круглые глаза бывают еще и расположены по-разному, поэтому в зависимости от этого. Какая марка названия красно-коричневого цвета? Красно-коричневых цветов это татуировочный цвет, это, по-моему, Brown Sugar был, но уже мы им не пользуемся. Millennium Mom это была краска, больше не пользуемся. Как нижнюю стрелку соединить с верхней, чтобы не попасть в сосуды? Вы можете и не попасть в сосуды, но я не рекомендую, еще раз повторю, я не рекомендую соединять верхнюю стрелку с нижней, потому что этот уголок, он не украшает глаз. Я видела за все время парочку работ других мастеров, у которых было это сделано красиво на конкретном глазу. То есть на некоторых глазах это можно сделать, но не надо брать это за правило. То есть, ну просто вы должны хорошо натягивать кожу и работать очень поверхностно, прям очень легко и поверхностно, чтобы у вас не было потеков. Так. Сейчас мода карандашная, есть ли разница в нанесении? Ну нет, разницы в нанесении пигмента нету, просто у контура вы работаете чуть более, как бы, если сильно-сильно увеличить стрелку, то это как бровь, плотный прокрас в середине и более такой полупрозрачный у контура, понимаете? То есть принцип такой же, просто если сжать до стрелки, то это получится карандашная техника, когда плотно черно межреснички и внешняя часть не имеет прям абсолютно четкой границы, как будто маркером нарисовали. Так, на какой скорости лучше работать? Я на Cheyenne Spirit работаю на скорости где-то 8,5-9 на веках. На стрелке, ну 9, можно 9 и чуть-чуть еще, если кожа прям плотная. Если кожа рыхлая, я уменьшаюсь, чтобы работать аккуратнее, чтобы ее не разбить сильно. Так, можно 3RL или 3RS. Я не работаю пучками пока на веках, и даже межресничку я не люблю красить пучками, потому что я очень быстро делаю это единичкой и быстро и четко. Но пучками, конечно, работать можно, многие мастера работают. На какой скорости фиксировать машинку? Когда я работала Геонсаном 100 миллионов лет назад, я работала им на его минимальной скорости без блока. То есть, ну, все. Как сейчас работать? Я, честно говоря, уже лет, наверное, 7 не держала в руках Геонсан. 265 перед регистрацией можно ли субтитирование? Тут у нас есть недовольные тем, что здесь нет субтитров. Юрий, пожалуйста, скажите поддержки, чтобы связались с человеком, который вот Бруно Адвинтелла, что-то такое. Он говорит только на английском. Так, Елена, что скажете о динамике? Я не пользуюсь динамиком, честно говоря. И сказать, мелкодисперсный он или крупнодисперсный, или вообще какой-то либо другой пигмент, я могу только основываясь на словах производителя. Если он говорит, что мой пигмент мелкодисперсный, вообще мне кажется, что это каким-то бредом сивой кобылы про дисперсность.
Там речь о концентрации, когда я мешала в стакане с водой татуировочные миксы и аква, допустим, аква падала как кирпичик и разваливалась на какие-то кирпичики, и цвета в ней не было. Вся проблема в том, что там немножко пигмента, который окрашивает именно, и какие-то загустители, какие-то еще ингредиенты, типа глицерина, возможно, не знаю, не помню, не знаю состав аквы. И все это выглядело, как будто она крупными шматками такая, татуировочные пигменты, те, которые я работала, мешала, они просто в взвесь ушли. То есть вот прям визуально было ощущение, что аква это что-то, какие-то частицы крупные, а мои миксы, что это прям пыль какая-то, просто пыль разошлась и двое суток стояла, не оседала. То есть очень равномерно распределилась, то есть то же самое в коже. А насчет дисперсности вы выяснять должны только у производителей. Более того, хорошо это или плохо, тоже такой открытый вопрос на самом деле. Перекрывала старый синие стрелки, первый проход оранжевым, заживает хорошо, но со временем может быть неприятный сюрприз в виде покрасневших стрелок. Но это из области колористики. На самом деле синий плюс оранжевый получается коричневый, это явно не черный цвет, который вам нужен. И это первое. И во-вторых, тут дело в светостойкости пигмента, который вы используете. То есть если он очень стойкий, то, ну, если стрелки синие, значит, им уже много лет, и плюс ваш, который светостойкий, все, и будет вам счастье, они будут какие-то коричневые долгое время. Но если, не знаю, синий разрушится быстрее, то будут красные, конечно. Но как бы красные, красно-коричневый, желтый корректор, это не значит, что они теперь будут преобладать и уходить будет через этот цвет. То есть ваш цвет, который вы вносите, во-первых, скорее всего, он будет более поверхностно лежать. А во-вторых, он, скорее всего, уйдет раньше, и синий снова начнет проглядывать, потому что он очень глубоко, и как бы он там и будет всегда, никуда не денется. То есть все работы, которые я перекрывала, мой цвет уходил спустя год-полтора, а старый оставался. Так, поэтому сюрпризы я не ждала от этих пигментов. Что если глаза по-разному посажены, то есть один внешний угол смотрит вверх, другая вниз, но в этом случае тенями можно откорректировать, постараться. Да, такие есть случаи, естественно, это скорее исключение. Не очень часто попадаются настолько прям сильно асимметричные глаза. То есть на одном вы как бы чуть-чуть приподнимаете стрелку, на другом опускаете, заходя на вот эту вот внутреннюю часть, потому что иначе никак. Если даже вы вытянете, не заходя вот в этот уголок, то подчеркнете, скорее всего, асимметрию, но это надо разбирать прям конкретный случай и рисовать прям на нем. То есть я так делала, я делала одну стрелку чуть ниже, а другую стрелку чуть выше, и визуально с расстояния в метр смотрелись глаза нормально. То есть то же самое, что вы бы сделали макияжем. Так, о стрекозе я уже не помню, я работала на стрекозе, но, честно говоря, скорость уже не помню. Стрелки можно делать практически любой машинкой вообще. Боже, всеми татуировочными можно. Просто вам нужно приноровиться работать с ними и все. Так. Почему не встает пигмент на некоторых глазах? Знаете как, я рассказывала сказки своим клиентам, говорила, что у вас очень сложный глаз, какая кошмарная кожа, то есть я просто плохо умела делать. Вот в последнее время я не встречала глаз, на которых бы не ложился пигмент. Даже когда я сижу, слышу, студент приговаривает: ой, у вас такая сложная кожа, вообще не ложится, я подхожу, пробую, у меня ложится. То есть чаще всего это плохое натяжение кожи, слишком размашистый штрих, неправильная глубина, на которой вы работаете. Единственное, из-за чего реально плохо ложился пигмент, это когда я раньше работала, носила анестезию, начинала работать на одном глазу и не стирала анестезию с другого, чтобы типа получше было клиенту. И вот анестезия такое действие с кожей делала. Было ощущение, что глаз какой-то стеклянный, и пигмент вообще не ложится. То есть я теперь снимаю анестезию одновременно с обоих глаз, и этой проблемы уже много лет с ней не сталкивалась. Как вы поступаете с клиентами, у которых отек неравномерный после нанесения? Так, неравномерный отек после нанесения, после того, как вы тронули глаз, может быть только если вам неудобно, и вы где-то глубже, где-то поверхностнее, то есть чаще всего припухает века равномерно. И пока вы работаете на другом, этот отек спадает и вот так вот чередуется, и к концу процедуры у вас отека на веках нету. То есть это вот вариант нормы. Когда вот такими буграми опухает века неравномерно, надулось, а это не надулось, это значит, вам что-то неудобно, и вы работаете травматично в каких-то местах.
Так, делаете вылечение. Так, про нижнюю подводку говорила. Какими иглами лучше работать? Я работаю единицами, обычными 0,3. На веках не вижу смысла работать 0,25. Иногда 0,25 работаю на тенях. 0,3, 0,4 можно вообще без проблем быстрее прокрасить. Почему иногда не прокрашивается? Так. Есть два варианта, почему не прокрашивается кожа. Это плохое натяжение и мало пигмента оставляете в коже из-за неправильной глубины, либо из-за того, что скачете. Ну что, давайте чуть-чуть дальше поговорим про следующий слайд у нас. Чем я работаю, я покажу. То есть я... Материалы для работы. Смотрите, матирующая пудра, я ее использую на всех зонах, в принципе, и это один из вариантов фиксации эскиза, когда уже он нарисован. Потому что я могу трогать, ставить пальцы, и стрелка не теряется. То есть, если я прям уверена, если меня никто не снимает, я беру, сразу крашу, все там остается, и как бы не обвожу, ничего не делаю. Кисточки. Долгое очень время я работала... Мне нужно видео на камеру, да? Так, нужен листик, наверное. Я работала просто гелевыми ручками. В принципе, ими можно и сейчас работать, но гелевые ручки стираются быстрее, они как бы расплываются на коже, если вдруг попала слеза или анестезия. Поэтому вот последнее время я работаю вот такой вот пудрой. Это, не знаю, самый кроющий. Я просто пришла в магазин, сказала, дайте мне все черные тени матовые, которые у вас есть. Они мне дали, я их мазюкала, выбирала те, которые, скажите мне, я вам скажу, которые максимально кроющие. И остановилась на вот этих. Я, честно говоря, не помню, сколько они стоят. Это Пупа. Не самая, по-моему, дорогая марка. Кисточка, видите, да? Она тонкая и плоская. Полукруглая. Она оставляет такие прям очень тонкие линии. А можно? А где у меня тут стаканчик? Блин, нет стаканчика. Можно мне вон ту, пожалуйста, воду? И что я делаю? И когда я крашу свои глаза, я слюнявлю. Когда я работаю с клиентом, я ставлю стаканчик с водой и просто мочу кисточку. Тогда она начинает рисовать еще более концентрированно и ярко. И видно, да? Разница прям такая большая. То есть вот эти вот движения все, они очень удобны этой кисточкой, очень быстрые. Я сразу за 2 штриха прокрашиваю. Очень удобно вытягивать всякие тонкие кончики. И очень легко ватным диском, ватной палочкой, либо ватная палочка с тонким кончиком, либо ватная палочка, которую вы намочили, отжали. Естественно, в мицеллярной воде, чтобы это было прям легко. И вот так вот границы убираете. То есть есть вот еще один вариант кисточки. То есть это, видите, поменьше, это побольше. Ну вот тоже я просто пришла в магазин, говорю, дайте мне кисточки для того, чтобы рисовать тени. Подводки я не люблю, потому что они все стираются очень плохо. Размазывается грязь, легкое движение, у тебя уже там какой-то вот такой бугор, который надо подтирать. А кисточки вот эти вот, пока что больше всего, что мне нравится. Единственное, еще раз говорю, я мочу их, чтобы они рисовали... Такая нескромная бутылка, чтобы они рисовали прям четко и толсто. И ярко. Естественно, перед каждым клиентом они обрабатываются этим, скажите мне, я скажу вам, эстиладезом, допустим. То есть понимаете, да, что вот одним движением у меня прорисован уже вот стрелка и закрашена. Потом я прошу клиента посмотреть вниз, натягиваю кожу и прокрашиваю уже над зрачком, если это толстая стрелка. Самое, что мне нравится в работе с тенями, вот этими кисточками, это то, что они неплохо держатся под анестезией даже. То есть я наношу анестезию, и я покажу вам, как я ее стираю на видео дальше. Когда я ее промакивающими движениями, ни в коем случае не трущими, стираю, она
становится бледнее, но она все так же с четкими границами, хорошо видна. И если эта стрелка, которая вот так вот идет над всем межресничным краем, то есть она прям создает форму глаза, важная часть стрелки, потому что есть стрелки, которые только вот здесь выходят у нас как бы из внешнего уголка глаз, ее мы фиксируем и дальше не паримся, работаем межресничку, красим. А есть стрелки, которые меняют форму глаза, и очень важно прокрасить ее прям равномерно. То есть тогда я беру красную ручку, мою любимую красную ручку, и ей либо ставлю точки, либо прям рисую линию. И тогда уже я вообще не парюсь и работаю, отек, не отек, мне все равно, потому что я знаю, что моя граница красная, и мне ее надо закрасить. И она не должна выступать, и я не должна за нее выступать за линию. Поэтому вот кисточки на ваше усмотрение могут быть любые. По-моему, вот это подешевле, а вот это подороже, если я не ошибаюсь, я не помню, сколько они стоят. Вот, и пупа тени. Они не то чтобы прям сильно водостойкие какие-то, но вот видите, я их тру, они не стираются. То есть они прям очень хорошо держатся, я думаю, за счет вот этой вот дисперсности. А раньше мы рисовали гелевыми ручками, ими тоже неплохо, но буквально там слезка или анестезия, и вот так все в дымку растеклось, и вся работа пошла кому-то под хвост. Поэтому вот инструменты для рисования, которыми я работаю. Могу еще почитать комментарии. Все остальные инструменты, в принципе, ну, это машинка, иглы, иглы 0,3 или 0,4, потому что я не люблю работать тоненькими. Красная гелевая ручка Pilot J1, которая не стирается. Если вдруг у вас что-то теневое, то можно точки поставить, чтобы видеть, как ложится тень. Если это просто стрелка, то вы просто фиксируете сверху вот этой уже пудры. То есть если я сейчас прорисую красным цветом и все это тщательно сотру мицелляркой, то вот как бы линия красная останется, а тени уйдут. Так, работала разными, все равно ну, мы будем говорить во время процедуры на клиенте, которую я буду показывать, почему заживает синим и почему не остается. Но как бы у вас всего два варианта. Либо вы положили мало пигмента, либо очень глубоко его положили. То есть вы еще пока не чувствуете кожу. Почему стрелка плохо прокрашивается, сейчас тоже будем разбирать. Ну, я смотрю, вопросы в общем и целом одинаковые практически. Так, после удаления лазером сколько времени должно пройти, чтобы можно было сделать макияж? 1,5-2 месяца. После удаления лазером должно пройти обязательно, чтобы кожа полностью восстановилась. Особенно если была какая-то массивная работа по удалению. Так, не прокрашивается. Вы знаете, стрелки и вообще глаза, это была основная моя боль очень долгое время. Я не могла понять, что так, вот что, почему, что там я делаю не так. И все, клиент страдает, глаза вот так вспухли, уже больно любое прикосновение, ничего там нету. Я чешу по ушам бедному клиенту, что у вас такая кожа, кошмарный кошмар. Но в итоге бояться не надо просто. Сейчас это разберем. Так, давайте поедем дальше. Если получился подтек. Нет, нельзя сразу щелкать лазером свежую работу. Кожа должна зажить, то есть только через месяц. Если сразу получился подтек, постарайтесь очистить сосуд. Так, следующий слайд, пожалуйста. Зоны работы. Разрешенные и неразрешенные. В общем и целом все тут уже примерно знают, что можно, что нельзя. Сейчас мы выберем глаз более открытый. Как я еще раз скажу вам, смотрите, вот эта зона, я ее сейчас обведу красным. Это зона, на которой вы не можете работать. Что ж ты не рисуешь? То есть вот эта часть. Это зона табу. На ней работать нельзя. Хотя я видела много мастеров, которые ее прокрашивают. Особенно, когда приходит клиент, так и хочется мне самой, когда у него вот такое вывернутое веко, и вот эта часть широкая, вот эта слизистая, и прям надо ее. То есть она может ее красить карандашом уже, черт с ним, но вот здесь находятся мейбоевые железы, которые увлажняют глаз.
Поэтому вы не можете работать на этой зоне. У офтальмолога, у которого я спрашивала об этом, выпучились глаза, просто она сказала: нет, это нельзя, это зона, которую трогать нельзя. На мой взгляд, еще крайне осторожно и избирательно нужно работать вот здесь. То есть в общем и целом вот эта зона, она тоже, по идее, должна быть табу. Особенно вот где вот этот здесь, боже, вылетело из головы, вот в этой части, над ней точно работать не стоит. Если в некоторых случаях вот здесь вот над межресничным краем уже начинается стрелка, то есть там, где растут еще ресницы, и немножко, и как бы выше них, изредка, прям редко, в некоторых исключительных случаях вы можете работать, но вы не можете спускаться к слезным каналам и повреждать там кожу иглой. Не надо этого делать, вы из-за сиюминутной прихоти клиента можете ему испортить жизнь. Ну и считается зоной табу, вот эта зона, о которой мы сейчас много говорили, вот этот треугольник, в котором во время обучения почти всем говорят: работать там нельзя. Дело в том, что там какая-то более рыхлая кожа, и считается, что там много сосудов и обязательно будет подтек. Но все подтеки, которые были как бы в этой зоне на старых работах, которые я видела, это в основном были работы таких хардкорных мастеров, то есть когда вот так вот прям соединяют вот эту часть. Это были уже такие опущенные, унылые хвостики, которые с возрастом и опускаются. И это прям была такая массивная, большая работа, некрасивая в принципе, еще и, скорее всего, сделана каким-то очень мощным оборудованием на высокой скорости. То есть, в принципе, я вам тоже говорю, нельзя, потому что достаточно, если здесь на нижнем веке, допустим, сделать такую небольшую стрелочку с острым кончиком, и на верхнем веке. Прям соединять, если клиенту хочет, он их может одним мазком теней. Если вы работаете в теневой технике, то в принципе вы можете соединить эту зону, как бы создать такое ощущение, что очень пушистые ресницы, которые между собой соединяются. Но я подозреваю, что это под силу только большим профессионалам, потому что и зона сложная, и кожу натягивать сложно на нижнем веке особенно. И плюс теневые техники пока что не все освоили, потому что плотно прокрасить оно-то гораздо проще же на самом деле. Поэтому вот в принципе это все. Ну и естественно я тоже также против и каяла вот этого на верхнем веке, потому что там тоже находятся железы, которые повреждать нельзя. И как бы смысла нету, потому что они почти всегда спрятаны. Мы работаем только в зоне, где растут ресницы. Все. Так, следующий слайд, пожалуйста. За красом стрелки. Начиная с ресниц. Ни хрена пигмент не ложится. Так, если клиент пришел на перекрытие синим. Если клиент пришел на перекрытие синей стрелки, каким лучше цветом делать? Вы просто берете свой черный цвет и добавляете в него корректор, потому что разбивать процедуру на две части смысла нету, как бы я не вижу смысла, зачем это делать. Так. Короче, примерно одинаково у всех вопросов, я так понимаю, просто не ложится пигмент. Так, 3 способа фиксации стрелки. Рисуем. Это слайд уже, да? Он открылся уже всем, да? Так, смотрите. 3 способа фиксации стрелки. Я сейчас здесь накидаю стрелку, которую нам якобы надо фиксировать. Я еще покажу во время процедуры, конечно. Но там не все 3 способа. То есть первый способ, как я сказала, это если вы достаточно уверенный в себе мастер, который чувствует кожу, вы можете просто зафиксировать стрелку фиксирующей пудрой, и все, и начинать работать. Так, вот наша стрелка. То есть фиксирующая пудра раз. Потом есть водостойкие, как вы знаете, белые карандаши. Именно водостойкие. Как проверить водостойкость? Вы просто приходите в магазин и говорите: дайте мне все белые водостойкие карандаши, которые у вас есть. Мажете пробники у себя на руке.
ждете, обязательно ждете, это обязательное условие, не знаю, пару минут, минут 3, а потом берете мокрый ватный диск и вот так легко проводите туда-сюда, и тот след, который остался, особенно если он остался с четкими границами, это тот самый белый водостойкий карандаш, который вам нужен. Его берите, идите, прекрасно работайте, потому что очень много белых водостойких карандашей, которые нифига не водостойкие на деле. Вот. Что мы им делаем? Мы им вот так аккуратно... Ой, нет, это не то. Сейчас я возьму карандаш, чтобы было похоже. Потому что белый водостойкий карандаш рисует примерно так. Смотрите, мы начинаем вот так издалека и белым водостойким карандашом подходим к нашей стрелке. Подходим к нашей стрелке и делаем вот это место, границу между черным карандашом и нашим белым водостойким очень-очень плотным, не заходя ни в коем случае на нашу стрелку, чем бы вы ее не рисовали. Потому что если вы мазнете этим карандашом по краске, ну там, не знаю, подводка, карандаш, тени, гелевая ручка, чем вы рисовали эскиз, то у вас сразу получится грязь и как бы пиши пропало, фиаско. То есть нельзя заходить. Ну и то же самое делаете со всех с внешних сторон. Особенно если стрелка у вас меняла форму глаза. То есть вот таким образом выглядит ваша стрелка. Она обведена белым карандашом. Если она у вас идет прям по всему веку, то обводите, ну, как бы до того места, где вы уже совершенно точно не боитесь, даже если сотрется эскиз, его потерять. Потому что вы понимаете, что в этом месте, допустим, над зрачком у вас уже просто тупо ныряет межресничку стрелка, и уже не страшно. То есть, а зону, которую вам надо зафиксировать, вы обводите прям очень тщательно. Вот примерно так это и выглядит. Вот эта часть внешняя размытая, там нам плевать. Обычно я это делаю, ну вот если взять, допустим, карандаш, вот он острый, мы его поточили. Осторожно, вот так вот сбоку подходя. То есть я не беру, а ну-ка мне, пожалуйста, эту камеру. Да, вот у меня стрелка моя. То есть я вот так вот сбоку подхожу, чтобы подойти аккуратно к границе с черным цветом и ее не повредить. Часто вижу, как мастера берут и вот так вот начинают чиркать, заходя уже на эскиз. То есть все, вы потеряли эскиз, вы его испортили уже. Поэтому если вы обводите белым карандашом, очень-очень аккуратно, подбираясь, и карандаш должен быть заточен хорошо. Посмотрите, кстати, как держится хорошо, не стирается. Вот этот вот остаток, вот примерно так выглядит, когда анестезию стираешь аккуратно. То есть четко видная граница, и я в этом случае просто по ней рисую по внутренней части красной ручкой. Так, и третий вариант у нас какой? Фиксирующая пудра, белый карандаш. И прям по стрелке иногда я рисую красной ручкой, как я уже сказала. Обязательно, чтобы не выскочить за границы, обязательно очень осторожно. Я могу поставить точки. Я, кстати, не взяла что-то красную ручку свою. У меня на работе. Простите, но я покажу это на видео. По-моему, мне там как раз красной ручкой фиксировала. Да. Так, следующий слайд. 200 вопросов, народ, вы хотя бы смотрите, что там пишут остальные, потому что, ну, я понимаю, что боль основная у всех это, у меня не ложится стрелка. Ну да, она не ложится, но я сейчас буду об этом говорить подробно. Я просто физически столько вопросов не прочту. Что же это такое? А как жалко пропустить все. Ладно, идем дальше. Следующий слайд. Анестезия. Анестезия. Смотрите, какой ужасный слайд. Это видео, которое я вообще нашла случайно в интернете. Причем я не поняла, оно для клиентов или для мастеров. Не суть важно. Анестезия – это очень такой
очень опасный момент в работе с клиентом. Во-первых, вы должны сразу клиенту своему сказать, если анестезия первичная попадет тебе в глаз, и ты, уважаемый клиент, потерпишь 5-10 секунд, пока она там щиплет, колет или что-то, вот ощущения какие-то дает, и не скажешь мне, то есть проблема, есть возможность получить ожог роговицы. Прям вот своими словами, не пытаясь вывернуться как-то и преподнести. Он уже лежит, он уже готов на процедуру, и вы должны донести всю важность того, что анестезия не должна попадать в глаза. Постоянно об этом говорю. Анестезия первичная, только первичная, любая вообще, вся анестезия, она предназначена для кожи. Она не должна попадать в глаза, и вся она состоит из вещества действующего, то есть это лидокаин или прочие какие-то компоненты, которые именно обезболивают, и веществ, ну там загустители, о них мы не говорим, чтобы кремообразности придать, и вещества, которая делает кожу рыхлой, проницаемой для действующего вещества. Вы же понимаете, что если лидокаин полить на руку или там куда-нибудь на щеку, он не обезболит, он не сработает вообще, потому что он не может проникнуть внутрь, чтобы обезболить. И вот эти вот действующие вещества, без вещества, которое разрушает немножко кожу для того, чтобы проникло, работать не будут. Так вот, если эти вещества попадут в глаз, то клиент будет испытывать легкое там покалывание, жжение, ощущение битого стекла, но такое очень комфортное, ну как бы не такое, за которого орать охота и пугаться, и он потерпит несколько секунд, и оно проходит, потому что начинают срабатывать действующие вещества, то есть и потом вы работаете еще 1,5-2 часа, внутри находится глаза, у вас анестезия и разрушает вашему клиенту роговицу. То есть если вы не испугаете до коликов просто до вашего клиента, то он может потерпеть, он может вам не сказать, он может как бы пренебречь этим, потому что ну оно ж прошло, уже не болит, а виноваты будете вы. Как оно может туда попасть? При неправильном нанесении и если клиент жмурится или открывает глаза. То есть я еще раз, это байка, это не байка, это просто реально случай во время обучения, когда модель лежала и сквозь анестезию, и сквозь пленку, которая у нее на глазах, вот так вот смотрела в телефон. Просто это жесть. Это причем я громогласно хожу, всех предупреждаю. Я ну как бы вовремя ее остановила, поэтому на входе, это было очень давно, на входе просто выключаются все телефоны, убираются, и клиенты запугиваются просто до ужасов, наверное, когда потом во сне мы приходим к ним. Но это все делается для того, чтобы сохранить зрение вашим клиентам. Вторичная анестезия, но во всяком случае та, которой мы работаем, она безопасна для глаза. Там действующее вещество, лидокаин, и как бы им делают блокаду, им его капают в глаза, концентрация его снижена за счет адреналина и фенистила, и в принципе ну, как бы его настолько мало, но тем не менее в глаз мы его не поливаем, и есть методы нанесения правильной анестезии на веко, чтобы в принципе никакая анестезия в глаз не попадала. Но очень важный момент уделить вам нужно, когда клиент приходит, как важно не открывать глаза, не жмурить их, потому что когда он зажмурился от света, от испуга, там еще от чего-то, сразу со слезой анестезия, там, боже, сколько ей надо, вот одно какое-то мокрое место, и она пошла в глаз. Поэтому имейте в виду, и вот сейчас я включу этот ролик, посмотрите, как не надо делать, потому что это жесть, потому что потом я вам покажу, как анестезию наношу я и как учу это делать. То есть, ну вот это мне аж больно от одного только этого зрелища. Я думаю, что это старый ролик, я не знаю, когда он вышел, может быть, этот человек уже давно так не работает, но не вздумайте так много и так глубоко запихивать в глаз ее. Как бы понятное дело, что нам нужно обезболить, по идее, чем клиенту менее больно, тем лучше, но не так. То есть мы наносим анестезию только на веко с внешней стороны, и даже мы должны стараться не дотрагиваться до ресниц, потому что обычно зона, где ресницы, она уже мокрая, и тоже анестезия может пойти в глаз.
Поэтому уделяйте внимание нанесению анестезии. И я, конечно, как и многие другие, уже много раз пробовала работать без анестезии на веках. В принципе, это можно делать, но как бы не совсем понятно зачем, потому что все равно это неприятно и больно. Понятно, что потерпеть можно все что угодно, но какой смысл это делать именно на веки, не очень понимаю. Поэтому как бы мастерство мастера, то есть больно обычно клиенту, когда вы совершаете вот эти движения, не правильное гладящее, когда вы на одной глубине максимально поверхностно, а когда вы вот так вот втыкивая, как бы втык совершаете маятниковое движение, и вы уходите глубоко, то есть за счет этого получается и синева на веках, и клиенту очень больно, и отеки вот такие неравномерные, большие, именно за счет неправильного движения совершаются. Вот, поэтому анестезии используем минимальное количество и, конечно, ее все равно используем. Следующий слайд у нас там какой? Как правильно фиксировать эскиз иглой. Так, ну смотрите, на другой глаз пойдем. Так, я поняла. Так, знаете что, у нас осталось до окончания часа 12 минут. Я поотвечаю на вопросы, потом еще чуть-чуть порисую после перерыва, и мы будем смотреть наше видео. Опять я в 2 часа свои не уложилась. Так. Ответьте на вопрос при отеке сразу после анестезии, то трансляция отек сразу после анестезии без работы, то есть вы нанесли анестезию, у вас появился отек, но это, скорее всего, аллергическая реакция. Если с работой, то это либо у вас предрасположенность у клиента к отекам, потому что иногда отекает века просто от того, что ты снял макияж, они уже вот так вспухли, либо от того, что вы не травматично работаете. Удаление подтека оплачивает кто? Но по идее вы должны, это ваша работа, и это же не клиент совершил эту проблему, вы должны ее оплатить, если вы отправляете на лазер, если у вас его нету. Межресничку пучком за 20 минут. Ну, я работаю только единицами в данный момент, поэтому у меня и единицы нет проблем. Можно ли делать чисто черным? Так, это уже мы. Так. Шаен Спирит на родном блоке. Я не работала ни разу с родным блоком Шаенов. Извините, не скажу. Какая глубина и вылет иглы? Глубина на любой зоне у вас доли миллиметра. Вылет иглы у вас на любой зоне, в том числе на веках, максимальный, на котором именно ваш аппарат подает пигмент от легкого прикосновения. Вы должны это понять и попробовать, то есть даже на латексе это понятно. Вы делаете вылет очень маленьким, прям малюсеньким, дотрагиваетесь до латекса так, чтобы пальцы не чувствовали даже прикосновения. След остается. Вы выкручиваете на долю миллиметра еще, и вы таким образом найдете длину, на которой вы не чувствуете пальцами прикосновения, а пигмент уже не остается. То есть вот чуть-чуть, значит, надо уменьшить, вернуться к последнему прикосновению невесомому. И, значит, это вылет иглы, на котором работает ваш аппарат. Либо вы можете от большого начать, выгонить его на 3 мм, трогайте, уменьшайте, трогайте, уменьшайте. И когда вы поймете, что вы до кожи дотронулись, а не чувствовали, иглой дотронулись, а пальцами не чувствовали, значит, на этом вылете работает ваша игла. Плюс на маленьком вылете часто висит здоровая капля, и она в ресницы падает. Но иногда бывают такие ресницы, что ничего там не сделаешь. Или такая машинка, что ничего не сделаешь, и капля все равно падает. Так. Настройки от бровки слез более скоро наклон длина штриха. Народ. Вот правда, по поводу вопросов, какая скорость на той или иной машинке, я же не работала на всех абсолютно машинках. Скорость мы сейчас, как прокрашивать, я вам сейчас покажу. Я сделаю стрелку белой на нашей модели, на нашем глазу. То есть вот наша, допустим, стрелка. Просто как только вы поймете принцип, почему именно не прокрашивается у вас
ну, кожа на веке, вы поймете, что изменить в вашей работе, потому что у каждой из вас какие-то свои нюансы в работе, из-за которых не получается. И вы мне случайный интервал, так, и черный цвет. Вы же понимаете, что наши аппараты работают возвратно-поступательными движениями и оставляют точки. Вы же понимаете, что ваши аппараты не работают линиями. Если увеличить очень сильно место работы, то вы поймете, что это много-много точек. Просто когда машинка лайнер, она оставляет их гораздо больше, чем когда машинка шейдер. Она оставляет их на большом расстоянии. Если машинка шейдер, то у вас меньше вероятности сделать какие-то стыки, пятна, и вот эти все дурацкие ошибки, которые нас преследуют на нежных воздушных техниках. Если вам нужны плотные черные стрелки, то вам нужно увеличить скорость, ну как бы, знаете, максимально, но, конечно, не прям до верхней границы, потому что вы просто можете очень сильно травмировать, разрушить кожу, как бы игла превратиться в такую, как долото, как лезвие будет работать. Почему не черный цвет, я не пойму. Хотя я выбираю черный. Ну ладно, неважно. Смотрите, вот такое примерно движение, вот я провожу линию, оставляет за собой у нас машинка, то есть серию точек. Как фиксировать? То есть у нас этот блок называется «Как фиксировать», правильно? Да. Во-первых, ваша самая главная линия, которую вы должны зафиксировать, чтобы не потерять эскиз во время работы, это вот эта линия. Так, красным цветом ее проведу. Вот она. Это линия, которую, если вы зафиксируете, вам уже почти ничего не страшно, потому что вы можете приоткрывать, просить клиента глаза, смотреть левый, правый глаз, сравнивать и по форме смотреть, насколько вы прокрасили. То есть первая линия, которую вы фиксируете, это нижняя часть стрелки. Она самая наша важная. Вторая важная линия – это вот эта вот верхняя часть стрелки, потому что она тоже имеет большое значение в форме глаза. Я сейчас уберу эти красные цвета и начнем рисовать черным. То есть вот, вы, начиная работать, должны понимать, что ваша машинка оставляет вот эти вот точки, видите? Когда я фиксирую машинкой нижнюю линию века, если мне нужна плотная стрелка, делаю медленное довольно движение и нахожусь в одной линии. Если вы смотрели мой вебинар по волоскам, то это очень похожее движение, в принципе, на волоски. То есть в одной линии, четко по границе, ни в коем случае не отступая ни выше, ни ниже. То есть если у вас, допустим, стрелка не толстая или толстая, неважно, и вы пройдете, я сейчас покажу тоже это как ошибку, и вы пройдете, допустим, на одной стрелке, чуть-чуть отступив от границы, там миллиметрик, допустим, и зафиксируете ее. И если вы пойдете на другой глаз, и когда фиксируете, пройдете прям по нижней границе, и даже, может быть, чуть-чуть вывалитесь, потому что это же все очень маленькое, очень маленькие вот эти вот линии, которые мы оставляем, и, в принципе, формы, с которыми мы работаем. Когда вы сотрете эскиз, у вас одна стрелка будет смотреть вверх, а другая стрелка будет смотреть вниз, потому что здесь вы прошли чуть-чуть вот выше контура, а на той стороне чуть-чуть ниже. И на стрелках это вообще катастрофа уже получается, почти непоправимая ошибка, потому что вам придется исправлять ее только расширяя. Особенно если вы прорисовали прямо вот до самого конца стрелку, прямо до самого кончика.
до острова, то есть соединили уже вот эти линии. То есть это прям ошибка-ошибка. Поэтому, когда вы фиксируете, вы, во-первых, должны поставить пальцы таким образом, чтобы не поменять направление стрелки, то есть прям не искажая поставить. А во-вторых, ну, работать точно по границе. В том числе эту ошибку можно совершить, если вы залезли белым карандашом на свой эскиз и как бы съели чуть-чуть этого эскиза, приподняли его границу на одном глазу, на другом глазу сделали это сверху. Когда мы обводим белым карандашом, иногда, особенно если это студенты, я заставляю сесть и посмотреть на стрелки, обведенные сидя, глядя в лицо клиенту, потому что часто обводят даже, обводя, искажают эскиз. Так, убираю вот эти все красные линии. Так, и берем опять черный цвет. Смотрите, то есть моя задача вот эту линию, в ней положить максимально много пигмента. Когда я дохожу до самого кончика стрелки, я делаю это движение уже таким более медленным и только на вылет, как кончик волоска. Ни в коем случае я не делаю вот такого движения, когда я дохожу до кончика стрелки и вот так вот разворачиваюсь и иду в другую сторону, либо возвращаюсь, то есть дохожу и вот так возвращаюсь. Все. У нас вот это место может быть безвозвратно испорчено, потому что нам нужна вот эта вот линия прям идеальная, самый кончик стрелки. Она может быть испорчена от того, что клиент вздрогнул, от того, что у вас рука дрогнула. Но как бы сознательно вот так вот создавать вот такую проблемную линию, конечно, вам не нужно. Затем я иду к внешней части границ, то есть я еще не трогаю середину, мне незачем ее красить, потому что мне нужно, очень важно зафиксировать мою форму. И такими движениями тоже, знаете, не одной линии сплошной, потому что когда ты ведешь одну сплошную линию, у тебя рука может дрогнуть, особенно на веке, эта кожа такая, она дряблая, если вы ее нехорошо натянули, тем более там вы можете аж как бы запутаться в коже этой иглой. Поэтому движения у вас возвратно-поступательные, маленькие, примерно 2 мм вперед, 2 мм назад, они удобные. Ну, на каждом веке они разные, зависит от плотности или дряблости кожи, то есть если веко у вас такое плотное, кожа твердая, то тогда можно прям более размашисто работать, потому что на таком веке ложиться кожа будет лучше. Если у вас веко возрастное, дряблая, тонкая кожа, сосудистая, то ваши движения должны быть как, не знаю, как будто вы перышком трогаете, не глубоко, еле ощущаете пальцами вот это прикосновение кожи. И доходите до границы, понимаете, как, вот смотрите, если увеличить, если вот просто посмотреть на камере, это очень сейчас похоже в масштабе на движение. То есть я делаю много движений для того, чтобы моя линия стала четкой, видной. Потому что игла оставляет точечки в коже, и мне надо, чтобы они с собой образовали линию, для того, чтобы моя стрелка зафиксировалась и вообще, в принципе, там осталась. Что я делаю потом? Я дохожу до этого кончика. Ну, вот здесь же видно точно. То есть это у нас разжевывание. Как бы вот до такого состояния я глаз увеличить не смогу. Я дохожу вот до этого кончика самого, и на нем я просто всегда перестаю дышать вообще. И вот так вот натянута у меня кожа, и я вывожу вот этот вот тонкий-тонкий кончик, который уходит в бесконечность, четко как волосок. Если вы освоили волоски, у вас не будет проблем со стрелкой, потому что, по сути, стрелка – это 2 волоска сведенные, и потом много волосков между ними, условно. Какая проблема настигает вас потом? И всех, в принципе, кого я учила. Почему они говорят: вот смотри, я работаю, все делаю правильно, у меня не остается цвет. Примерно такое же, вот смотрите, вот это расстояние, возьмем его, что это, ну не знаю, там 4 миллиметра. 4 миллиметра, боже мой, какая мелкая ерунда, да? И вы, проходя по этой толщине, делаете примерно, там, не знаю, 5-6 штрихов, 10 штрихов, может быть. То есть смотрите, что остается, когда вы стираете. Вот примерно то же самое остается в вашей коже. Вот это вот россыпь точек, которые не дают цвета, они даже, вы как бы даже форму не фиксируете. Вы просто повреждаете кожу, чтобы сработала анестезия. Да, для этого можно такое действие совершить. Что мы должны делать? То есть
Вот примерно так я крашу стрелку. И вы это поймете. То есть это блок, состоящий из одинаковых движений, настолько, насколько я могу, ну, как бы на этом участке создать, потому что там же слезка течет, клиентка вздыхает, вам ее жалко, у вас рука автоматически начинает давить послабее. Кроме того, что вам нужно внести пигмент на правильную глубину, не слишком глубоко, но и не слишком поверхностно, вам нужно еще его очень плотно уложить. Смотрите, сколько движений я совершаю. Много. А много это, не знаю, 50-60 штрихов, то есть на эти 4 миллиметра. Ну, конечно, на каждой коже по-разному. Где-то хватит 40 штрихов, где-то надо под 100 штрихов положить, чтобы вот эту малюсенькую стрелочку прокрасить с одного раза. Знаете, в чем прикол? Ваша эффективность работы, она максимально в первые, не знаю, полчаса работы на коже. Потом у вас начинается отек. То есть, что такое отек? Это когда в ткани скапливается жидкость, она туда приходит, пытает, не знаю, это воспаление, травмы, все что угодно. И эта жидкость внутри создает давление, и как бы ваш пигмент уже ложится сложнее. Это первое. Второе, это то, что кожа не разрушена еще. И ваши движения все, они максимально эффективны, потому что, как бы, ну не то чтобы потому что, а знаете как, то есть ощущения в пальцах ваши дают вам понять, что вы как бы, может быть, давите сильно или что-то типа того, но просто эта кожа не повреждена еще, совсем не разрушена, там не фарш, там не рыхлое что-то такое, знаете, и вы, плотно прокрашивая с первого раза, вот если вы этому научитесь, поборете свой страх просто сделать больно клиенту, там, заглубиться или еще что-то, то вы поймете, как это легко и быстро вообще в принципе делать. Короче, пока кожа не повреждена, ощущение в пальцах у вас одно. Когда кожа повреждена, оно у вас такое же, но кожа уже разрушена, и вы уже очень глубоко. Понятно объясняю? Я очень надеюсь, что я понятно объясняю. Это касается и губ, и бровей в том числе. То есть первые ваши штрихи, они максимально эффективны. Анестезия, которую вы наложили на кожу, максимально сильно работает именно в первые 20-30 минут. То есть если вы начнете сразу четко и эффективно прокрашивать стрелку, то ваша работа будет быстрой. И остаток будет большой. Что-то я разговорилась. Давайте уйдем на перерыв. Я сейчас почитаю вопросы на перерыве, выберу несколько, на которые отвечу, потому что 240 вопросов, которые я еще не прочла, и я подозреваю, не повторяющиеся. И мы продолжим, еще чуть-чуть поговорим вот про важность того, как вносить в кожу пигмент. Я пробежала вопросы. В общем и целом они похожи все. То есть я в течение вебинара на них отвечаю. Последовательность действий. Вот тут пишет Лана, меня учили по-разному максимально прокрасить. Если вы нанесли анестезию таким образом, что она обезболила действительно, то есть вы могли ее нанести, потому что иногда стрелка и там такой глаз сложный, ты так долго рисовал, что анестезию нанеся, ты понимаешь, есть риск потерять стрелку и наносишь ее как бы рядом, не полностью. То есть понимаешь, что к моменту начала работы анестезия не обезболит глаз полностью. И как бы быстро и эффективно работать не получится. Тогда мы фиксируем самые важные детали, то есть наше направление, толщину стрелки. И потом быстро пробегаем, повреждаем кожу, чтобы сработала основная анестезия. Как бы основным проходом я считаю либо проход после первичной анестезии, когда она лежала прям так хорошо, что все обезболило, либо после того, как вы быстро повредили кожу, слегка процарапали ее, чтобы сработала основная анестезия. Вот так. Кончики стрелок циркулем замеряю. Класс. Просто если глаза симметричны, это сработает. Если нет, то нет. Так, давайте еще закончим. То есть, что у нас по стрелке? Вот если вы так же плотно, так же много штрихов положили, мне нужно, да, видео, то когда вы сотрете, у вас 100% останется пигмент в коже, ну, большая его часть. Если вы положили пигмент, как обычно, когда мастера проходят, ну, давайте я вот тут на кончике покажу.
вот так вот в несколько штрихов, то у вас там останется серия точек. И то же самое касается контура, и то же самое касается любой части стрелки. Если у вас еще и второй проход будет, когда вы усилите цвет, сделаете черным, то есть видите, да, сейчас я положила как бы пигмент, и он лежит серо-коричневым, на самом деле он черный. И чтобы он стал черным, то есть мне надо пройти еще больше его положить. То есть, ну вот все дело в количестве штрихов, в плотности вашего рисунка, как вы его укладываете, в нажиме, то есть в глубине, в которую вносите. Если вот тут многие пишут, что же мне делать, либо ничего не остается, либо остается какая-то синенькая, невнятненькая. Это совершенно точно у вас неправильный штрих. То есть местами вы вкапываетесь, местами вы просто поверхностно срабатываете, когда пигмента не остается. То есть два фактора. Плотность укладки и глубина. И еще одна важная часть – это когда натягиваете кожу плохо. То есть на всех зонах, если кожа плохо натянута, то пигмент плохо ложится. Есть такие глаза, которые можно слегка придерживать, кожа плотная сама по себе. Есть такие глаза, которые просто тянутся в бесконечность, и надо натягивать просто маленький кусочек, на котором вы в данный момент работаете. Так, мне нужно следующий слайд, и уже мы будем включать видео, потому что шел третий час. Работа на Шаине Тандеры, очень мощная машинка, продолжена ХСФ. На самом деле ХСФ очень мощная машинка, она даже мощнее, чем Шаен, и она настолько быстрая, что ей прям можно иногда кожу даже как бы разрезать. Поэтому, если выбирать эти две, я бы выбрала Шаен. Это по ощущениям, что он такой мощный, что всех порвет, но на деле ХСФ как бы опасней. Вылет иглы на XCF машинке очень маленький, до миллиметра. Больше миллиметра она не рисует, и если все-таки вы поднадавите, поднажмете, то стрелка будет гарантированно синей. Какую анестезию лучше использовать, чтобы клиенту не было больно? Анестезия – это вопрос сложный. В России мы можем использовать только две анестезии. Это Эмла и это Лайдеп. Вроде как вот эти две анестезии, которые разрешены, и то там они как-то обходят зону глаз, то есть на глазах ими особо нельзя работать. Поэтому минимальное количество анестезии разрешено в вашей стране. Ну что, начинаем смотреть. И можно сразу, пожалуйста, не знаю, на 2 ускорить, потому что там долго будет. Эскиз мы нарисовали, долго сложный глаз. Как прокрасить с одного прохода? Тут заодно у нас и получается, включаем видео. Скрины. Да. Сейчас, секунду, я включу у себя тоже. Угу. У меня звук выключен, все нормально. Ну вот я рисую одной из кисточек своих, которыми я люблю. Не всегда получается, естественно, то глаз моргнул, то рука дрогнула. Я использую вот эти пальцы как циркуль, когда ставлю их на щеку, чтобы рука была более уверена. И постоянно прошу, чтобы клиент посмотрел вниз, в сторону, чтобы оценить, как оно смотрится, особенно если сложное в районе складки века. Так. Начинаю всегда со сложного глаза, еще раз повторю. Это глаз, на котором веко опущено сильнее, потому что если на открытом веке вы нарисуете красивую стрелку, вы не сможете просто ее перенести на стрелку, которая у вас, на веко, которое у вас закрыто. Рисую кончиком кисточки вот этим тонким, как вы видели. Я уже, кстати, сходила, помыла руки, а у меня все еще здесь вот стрелка остается. Давай синхронно, давайте ускорим синхронно, наверное. Сейчас я уменьшу. Блин, я не могу здесь. Я не скачала, я не могу, что ли, ускорить. Скорость воспроизведения. Давай на 2 до тех пор, пока я
не начну рисовать ну, машинкой работать. Да, так, еще могу пока почитать. Это эскиз. И я всегда заставляю клиента, показываю ему, смотри на мою руку, и говорю, проследи вдаль, смотри как бы за мной, найди воображаемую точку или, может быть, точку на стене, чтобы глаза смотрели прямо. Не вот так вот на меня в кучку, когда фокус близко, да, и не бегали не в сторону, потому что радужка, она как бы выпуклая, и она мешает рисунку, когда клиент туда-сюда бегает глазами, допустим. Я чуть-чуть ускорила скорость воспроизведения, потому что, ну, по сути, здесь эскиз, чтобы мы не потеряли время. Когда я, видите, как я натягиваю кожу, когда рисую, я большим пальцем и указательным пальцем растягиваю кожу в момент рисования и заодно придерживаю ее, чтобы клиент не мог закрыть глаз или моргнуть, потому что некоторые клиенты очень моргучие, и с ними тяжело даже еще на этапе эскиза работать. И вот в этом конкретном случае мы делали стрелку потолще над всеми ресницами, почти до самого уголка глаза. Такое было пожелание модели, и потому что у нее слегка, по-моему, опущенные были внешние уголки, ну, век. Угу. Зараза. Сейчас. Скорость воспроизведения. Ладно. Сколько оно длится? 57 минут. Ну ладно. Постоянно клиенты забывают и начинают смотреть, куда хотят глазами, но вы должны им напоминать, чтобы они смотрели в одну точку, ну, руководить ими. И постоянно отходить на шаг, чтобы проверять симметрию и толщину слева-справа. Обязательно рисуйте один глаз и даете его посмотреть, одобрить, чтобы не было такого, что вы долго рисовали свой эскиз, а клиент сказал, да нет, это вообще не то, мне не нравится, и придется стирать. Все трущие движения надо минимизировать, подтирающие, трущие, потому что иногда еще на этапе эскиза так натерт глаз, что он уже начинает припухать, краснеть и воспаляться, вот прям еще до начала работы. Кожа век очень нежная. Поэтому ватная палочка смоченная аккуратно, чистая постоянно, потому что я тоже, как ни странно, я делаю на этом акцент. Труд уже грязной распушенной палочкой, которая плохо стирает и только пачкает. То есть, как бы тоже бессмысленно. Поэтому много палочек испачкали, один раз протерли, выкинули, все, чтобы каждое движение было единичным. Да. Иногда можно накидать кончики стрелок, положить, отрисовать лежа, если клиент совсем тяжелый в плане рисования. Что у меня убежало видео вперед. Юрий, можете мне видео отрегулировать? И получается, что на каком этапе мы сейчас? Нанесение анестезии уже? Как я наношу анестезию? Смотрите, прямо на стрелку. Я не обвожу уже довольно давно белым карандашом, потому что, на мой взгляд, это такая лишняя работа. И если я ее показываю, у меня получается, а когда студенты обводят, они, обводя белым карандашом, теряют эскиз, еще обводя только. На вот эту вот часть века можно нанести анестезии много, она там не делает погоды. Анестезия срабатывает, естественно, не только там, где вы ее нанесли, но еще и какой-то радиус вокруг нее обезболивается. И анестезию я наношу или шприцом, то есть это анестезия Лайдеп, которой мы пользуемся в России. Эмлу я не люблю, потому что она дает какую-то большую реакцию и отек еще на этапе анестезии, вот от нее бывает и покраснение кожи какими-то пятнами она идет, потому что я не люблю ее поэтому. Лайдеп он полегче, и как бы им работаем мы уже много лет. И либо это шприц, на который одет носик от просто машинок, ну, для работы в татуаже, либо это просто ватный, зубочистка. И кончик стрелки, видите, я не трогаю, я как бы выше него кладу анестезии, потому что тонкий кончик стрелки все равно легко потерять, а нам нужно сохранить эскиз максимально.
наносим анестезию таким образом, чтобы она не касалась ресниц совсем. Потому что чаще всего, когда анестезия лежит на ресницах, потом, когда уже стирает ее мастер, в ресницах ее либо игнорирует, либо не замечает, и она попадает в глаз во время работы уже. Поэтому я всем запрещаю своим студентам и мастерам класть анестезию на ресницы. Ее оттуда сложно достать, не повредив эскиз. И, в принципе, некоторые не парятся. Конкретно вот эта анестезия Лайдеп ведет себя подло, знаете, так, если ее не накрыть пленкой, она высыхает, становится прозрачной, и появляется ощущение, что ее просто нету на глазу. И некоторые мастера такие, ну, что-то там помазали, ну, ее же вроде нету, и начинают работать с водой. То есть она там, она просто изменила как бы свой цвет, она там частично подсохла, превратилась в какую-то пленочку. И также точно со слезой, с водой попадает в глаз и разрушает его, поэтому мы накрываем пленкой, она там остается в неизменном виде, и плюс под пленкой срабатывает сильнее. Смотрите, как я наношу анестезию, я как бы ее отталкивающими движениями от стрелки вверх, чтобы не расплющить на глаз, чтобы в ресницы она не попала, а наоборот как бы от опасной зоны отталкиваю. А вот здесь вот на этой части она меня не интересует особо и, ну, может сработает больше, может как-то через сосуды сработает ближе тогда к ресницам. Очень аккуратно снимаем пленку, чтобы тоже снимаем пленку так, чтобы остатки анестезии унести как бы от века, не внести в глаз. Аккуратно снимаем излишки ватной палочки, ну вот то, где прям много ее, видите, чтобы потом не мучиться салфеткой. И получается, салфетку я выбираю очень такую тоненькую, она прям как вот какая-то паутинка, потому что она впитывает лучше. Ну и лучше не затрагивать стрелку, потому что трущие движения повреждают эскиз в любом случае, именно трущие. Когда ты промокаешь, наносишь, как бы кладешь стрелку и... Ой, стрелку. Вечер. Кладешь салфетку и легкими промакивающими движениями. Сейчас я покажу, как я это делаю. Снимаешь остатки, то есть как бы осушаешь. То есть вот видите, она намокла, я аккуратно подняла, приложила другой частью чистой. И так пока полностью не впитается, пока не будет совсем мокрых следов, то есть когда она полностью вся анестезия впитается в салфетку. Кожа должна быть сухая, вы должны тщательно проверить кожу на остатки анестезии перед началом работы иглой. Ну и, как видите, я снимаю анестезию одновременно с обоих глаз. Видите, да, след даже, где я тронула, стирая, он остался все равно. И можно либо точками, либо прям линией прорисовать вот эту важную зону, вот этой красной волшебной ручкой, которая не стирается. Очень важно рисовать прям по границе, чтобы ни в коем случае не выйти, не нарушить. Потому что, ну, ручка-то не стирается уже, ее если нанес, то стереть почти невозможно, только с большим количеством мицеллярной воды. К кончику подходите очень осторожно, если будете пользоваться. То есть это очень удобно, когда вы прокрашиваете плотную стрелку. А кончик, как вы помните, да, соединили две линии. И в самую острую часть лучше не идти, потому что вам там надо будет очень тонкой иголкой поработать. Угу. То есть я ее всю не прокрашиваю, только создаю контур, только создаю границу, за которую мне нельзя выходить. Если на веке во время работы появляется все-таки отек, потому что у какой-то части клиентов он обязательно появляется, то в принципе есть такое правило. Если ты зафиксировал эскиз и потом начинаешь уже прокрашивать просто поверхность, эскиз мы не меняем, не делаем его чуть-чуть потолще, не удлиняем. То есть
потому что отек он искажает. И даже на веках, в принципе, довольно бессмысленно иногда, особенно если отек есть, садиться и смотреть по симметрии веки, потому что они припухли. Иногда, когда веки припухают, стрелка растягивается, увеличивается. Иногда, когда века припухает, стрелка, наоборот, как бы заворачивается и выглядит тоньше, чем она есть на самом деле, потому что набрекает как бы кожа сверху. Так, давно я тут уже работаю иглой. Как я работаю иглой? Черный цвет, как там писали, я не стираю. Я прям работаю по нему. Это всегда видно хорошо, потому что как бы след от иглы, он такой более концентрированный, более яркий, немножко блестит, бликует от света, как бы его очень хорошо видно. Попробовала я кожу не на, что значит попробовала, дотронулась до кожи, не на вот этой важной нижней линии, а немножко сверху, там, где безопасно достаточно. То есть вдруг у меня будет капать, вдруг он не будет ложиться от легкого прикосновения, то есть вот на эти детали. И потом я начинаю прокрашивать уже, как я уже говорила, пара миллиметров вперед, назад, таким образом выдвигаясь к самому кончику, чтобы вот эти две линии соединить аккуратно. И тут же я слегка прокрашиваю, то есть это как бы проба пера. Я пробую конкретный глаз, я пробую, как ложится пигмент именно на этом глазу. Я смотрю, чтобы не было такого, что, ну, на веках тоже такое бывает, что сразу какая-то фиолетовость появляется на коже и вспухает века. Ну, это когда ты дотронулся, и для этого века конкретно это слишком сильный нажим оказывается. Не знаю, ну, по-моему, тут отлично видно, что игла входит в кожу, как будто вообще не входит в кожу. То есть вот у нее вылет там миллиметра полтора-два, и вся эта поверхность, она на поверхности. То есть поэтому вывод делаем, что мы работаем прям максимально поверхностно. Посмотрите, как много штрихов я делаю, чтобы вот эту малюсенькую стрелку прокрасить. Причем я двигаюсь в коже туда-назад. Я как бы вхожу в кожу и иглу держу вертикально и двигаюсь туда-назад в обе стороны, чтобы движение было максимально эффективным. И вот там вот кончик стертый, видите, я ватную палочку макаю в воду в обычную, вообще ничего необычного, просто вода из-под крана. Ее слегка отжимаю и проверяю, лег пигмент или нет, так, чтобы не потерять эскиз. Но так как там красный цвет, его потерять почти невозможно на самом деле. И первый проход. У этой девушки оказалось, что у нее вообще в разгаре критические дни. Она там всю процедуру мне корчилась. Тут не видно, потому что я держу веко, настолько сильно натянуто. Моя рука лежит на лбу. Я вот таким образом придавливаю сразу голову. И мои пальцы лежат на лбу, на брови, на веке, то есть прям плашмя. И натягивают кожу. Кожа натянута очень сильно. У нее вообще нет вариантов открыть глаз. То есть она там может сучить ножками, вот так вот корчиться, кривляться, но я голову держу и так, что она не сможет ее ни повернуть, ни, не знаю, ни приоткрыть глаз, ничего, ни вот каких-то таких движений резких, которые могут ей, так как у меня машинка с иглой в руках, принести какой-то вред. Но она меня, честно говоря, замучила своими страданиями. То есть вот тут надо включить такую сволочь и процедуру сделать, закончить, потому что, ну, какие варианты? Как у меня на последнем курсе мы шутили, говорили, я хотела сказать, включи зверюгу, а сказала, включи зверюху. А зверюха у всех это какой-то зайчик или чебурашка, короче, не получилось у нас включать зверюгу, это была зверюха всю дорогу. Ну вот, смотрите, фиксация параллельно идет, я фиксирую контур и тут же спускаюсь вниз, плотно прокрашиваю, насколько это возможно, эту стрелку до самого низа. Смотрите, сбоку, в принципе, видно, что пальцы вот лежат прям. У нас глаз окружает круговая мышца глаза. Глаз это вообще рефлекс ходячий. То есть вы замечали, что схлопывается глаз, не знаю, муха врезалась, и ты только потом понял, что ты уже успел глаз закрыть, она тебе врезалась в веко. Я не знаю, как это работает. У нас есть какой-то рептильный мозг, который моргает быстрее, чем мы понимаем, что опасность пришла. Поэтому клиенты не контролируют часто свое вот это дрожание глазами, поэтому мы за них должны вот эту всю работу делать. Смотрите, как только я дотронулась до кожи,
сразу она стала черной. Сразу появилось ощущение, что я уже должна, по идее, всю ее прокрасить. Она же черная, но это просто краска, которая лежит на коже. И это ошибочное вот это ощущение всех мастеров, что они уже внесли в кожу пигмент. То есть здесь у нас, здесь у меня не получилось прям, знаете, как прокрасить начерно с одного прохода, потому что ей было больно. Вы видели, я наносила анестезию далеко от межресничной зоны. Поэтому я здесь фиксировала, получается, контур, там, где красная линия, прочеркивала всю поверхность, чтобы вот на следующий, чтобы следующий проход был основной. То есть это как раз возвращаясь к тому вопросу, в разных случаях у нас разное, получается, как бы действие. Потому что, ну, не знаю, миллиметра, наверное, 4 над межресничкой стрелка, она довольно толстая. И получается, кроме того, что зафиксировать эскиз, мне нужно было быстро повредить веко и в том числе межресничку, чтобы следующий проход мой был такой максимально уже эффективный. Потому что, несмотря на то, что я могучими своими пальцами ей держала веко, она все равно умудрялась там им подрагивать. Короче, ваша задача зафиксировать намертво глаз. Смотрите, на стрелочке, на внешнем кончике я начинала работать, отвернув от себя голову. Я всегда это делаю, потому что если пойдет слеза, а голова от меня отвернута, у нее она скопится в уголке глаза. А если плюс получается, как бы висок освещен хорошо вместе со стрелкой, мне удобно, и пигмент с вертикальной иголки стекает вниз лучше. Поэтому я, переходя постепенно к серединке и к внутреннему уголку глаза, поворачиваю на себя голову. Во-первых, я сижу ровно, не пытаюсь вот на нее вот так вот навалиться и увидеть, где там у меня глаз. Я просто ворочаю голову. И получается, что у уголка глаза постановка рук моя не меняется, все так же рука лежит на лбу, вывернут глаз, и единственное, я как бы чуть подвыворачиваю веко, межресничное пространство. Ногтей быть не должно длинных, потому что ногти мешают, вы воткнете их в кожу, ей будет некомфортно, натянуть кожу вам будет сложно. И получается, вся моя задача на первом проходе — это быстро повредить кожу и постараться максимально зафиксировать стрелку. Но даже если вдруг как бы там не легло где-то, самый кончик я зафиксировала, видите, причем довольно ярко. То место, где над зрачком пигмент там лег не очень с первого прохода, ну, повреждение кожи, это оно. И на следующем уже этапе работы я в один проход его прокрашиваю. Протираю я просто водой, ватный диск, обильно смоченный водой. Кстати, есть кожи, у которых с одного раза стирается пигмент, а есть кожа, в которой он как бы въедается. Вот это была тоже одна из кож, как всегда. Смотрите, я протираю водой, и вот сейчас я осушаю. То есть, если я вижу, что там что-то мокрое, я осушаю. Анестезию я наношу на сухую кожу. Во-первых, она не разбавляется как бы слезой или водой и срабатывает максимально. Во-вторых, она не растекается везде. То есть моя задача на первом проходе была повредить кожу, нанести анестезию, чтобы она сработала, и потом ударно поработать. И я, не отпуская рук, машу. У меня нет веера, я не дую, дуть нельзя на клиента. Поэтому я вот так машу всегда ладошкой, чтобы чуть-чуть облегчить вот это ощущение жжения, потому что на поврежденную кожу анестезию, когда наносишь, прям печет нещадно, как будто кипяток налили. Ну, первые 5-10 секунд, потом она перестает работать таким образом. Все, как только перестала жечь, мы уходим на следующий глаз и делаем то же самое. Смотрите, я кладу вот указательный палец, получается. Наверное, сейчас паузу мы поставим. Я порисую. Угу. На планшете. Снимок экрана. Ой, ну тут будет эта линия, но ничего страшного. Ай, нет, мне не нравится. Сейчас я другой сделаю снимок. Пардоньте. Рисуем. Смотрите, указательный мой палец лежит всей своей поверхностью на коже. Он прям вот так плашмя лежит.
натягивает немножко от себя и немножко вверх по направлению стрелки. То есть вот куда она идет. Ни в коем случае вы не должны вот в эту сторону увести. Сейчас сделаю потолще. То есть стрелку, если вы уведете, натягивая кожу вниз, это тоже непоправимая ошибка, поэтому так не делайте. Палец лежит вот здесь всей поверхностью. Посмотрите, большой палец тоже лежит плашмя, он лежит на брови, видите, да? И он лежит на веке. Вот этот большой палец, он... Кроме того, что натягивает, он еще и кожу выпрямляет и плавно, легко надавливает на глазное яблоко, потому что оно выпуклое, и вам нужно его выровнять, как бы сравнять поверхность, чтобы перед вами находился условно ровный лист латекса. И получается, что указательный палец тянет кожу от меня, а большой палец тянет в противоположную сторону кожу. То есть я ставлю вот так пальцы и чик их раздвигаю в две стороны. Я не делаю, как на бровях, допустим, когда ты поставил руку, натянул, поставил руку вторую, натянул в другую сторону. Здесь я сразу ставлю вот так вот пальцы и одновременно их растягиваю в две стороны. То есть это не точечное движение, когда тоже я это вижу постоянно, когда мастер вроде поставил, вроде как я руку, но он поставил вот так вот кисть и вот так вот подушечками пальцев держит веко. Оно дрожит, открывается, оно все как плохо натянуто, вот такое все какое-то вибрирующее. Нет, вы должны положить руку на голову клиента и плашмя натянуть. То есть смотрите, вот весь вот этот вот кусок сейчас у меня натянут как барабан просто. Вот прям прямой, ровный и сильно натянутый. Если вы положите только подушечки пальцев, то у вас будет натянут кусочек вот здесь и кусочек вот здесь. Образуются складки вот здесь вот сверху, снизу такие кожные. Они будут вам тоже мешать. Поэтому чем лучше вы натянете кожу, тем крепче вы будете держать голову, тем быстрее пройдет ваша работа и ляжет пигмент в кожу. Поехали. Дальше. Сейчас. Здесь хорошо видно вот эти движения. А я как бы подкрадываюсь к краю, чтобы ни в коем случае не выскочить, потому что, боже, да, у меня тоже может дрогнуть рука. Иногда ты ведешь ее идеально, а потом что-то там соскочило, и вот этот вот какой-нибудь загогулина. Поэтому не дышим, особенно возле кончика, прям аккуратно эти движения совершаем. Клиента предупреждаем, у меня на твоих щеках лежат руки. Каждое движение имеет значение. Если ты вздрогнешь, охнешь, дернешься, будет чирк, будет как минимум некрасиво или несимметрично. Или подтек, или что там еще бывает, или отек. Короче, то, что нам не нужно. И на этом веке я делаю движение вот так вот от себя. Смотрите, я делаю его единичным. Я не уверена, что я положила пигмент, но туда не стоит лезть еще раз, потому что если вдруг ты положил и пойдешь еще раз туда вот этот вот совершать штрих, может нечаянно рядом пройти, получится двойной, как двойные волоски на бровях. Поэтому лучше стереть, проверить, как оно легло, и уже на стертом еще раз, если вдруг недостаточно было цвета, пройти. И посмотрите, как много штрихов на эту микроскопическую стрелку. И я все время в коже нахожусь. Я стараюсь постоянно, я пальцами ощущаю, потому что здесь, ну никак, это у вас сейчас такое большое изображение. Если бы я так хорошо во время процедуры видела, я была бы просто счастлива на самом деле. Я нифига не вижу, там все бликует, камерами заставлено. Ну и протираю, я проверяю постоянно. Ватный диск, он мокрый. Посмотрите, сколько я там возюкалась в коже, а пигмента осталось не так уж прямо, чтобы черный. Но это значит, что надо немножко замедлить скорость, увеличить количество штрихов, может быть, еще сильнее натянуть кожу, чтобы он ложился лучше. Но тем не менее, вот на этой части, смотрите, как легла хорошо там вот эта стрелочка, самая тоненькая ее часть, внешнее. Самое противное место на глазу, это вот где начинают расти ресницы, там такой бугорок идет, и на нем часто ложится плохо пигмент, и больно клиенту, и если это что-то теневое, если этот бугорок ярко выражен, то на нем тоже сложно класть штрихи, чтобы были прям одинаковые они. Все, где большое пространство, можно работать более размашисто, то есть штрих примерно 5 миллиметров.
туда-сюда в кожу вошел и в коже находясь работаешь. Это не прям правило, вы можете как бы совершать на вылет движение, но часто от такого движения на вылет, ой, спина болит, часто от такого движения на вылет брызги пачкаются из-за ресниц, вот так все черное, грязное. Я люблю работать, когда кожа чистая, когда я хорошо вижу, что я делаю, поэтому я, может быть, излишне много протираю, но в темноте, как бы, как на машине, не вижу, не еду. И получается, что в общем и целом мы работаем на ощупь, то есть мы пальцами ощущаем, что мы в коже, что мы на правильной глубине, или на неправильной, или наш штрих неэффективен, потому что если вы вот так вот постоянно в коже, то вы чувствуете это движение своими пальцами, что вы все время там. Если вы вот так вот делаете, то оно такое втыкивающееся, неэффективное, и вы тоже это чувствуете, во всяком случае, должны, потому что пальцы стоят очень близко к зоне работы. Сколько там штрихов у меня? И знаете как, если вы в чем-то сомневаетесь, то сделайте поменьше, сделайте покороче, сделайте, не знаю, потоньше, чтобы была возможность потом на коррекции расширить или там, не знаю, форму изменить, если что-то пойдет не так. Во время критических дней все больнее, прям причем в разы. Допустим, я совершенно ничего не делаю косметологического, никаких инъекций, ничего. Смотрите, насколько мокрый ватный диск. Видите? То есть я им провожу, и он как бы втягивает в себя пигмент. То есть я знаю точно, что полусухими какими-то салфеточками или ватками это прям настолько неприятно тереть глаз, а прохладный ватный диск, который сам как бы в себя втягивает пигменты, это прям, ну, приятно. Максимально, что может быть приятное для глаза. Также можно и из межреснички им доставать, ну и потом выкидывать его. Очень пачкучие пигменты, очень высокая концентрация красящего вещества. Ну и так как она страдала, ей все время было больно, а я не люблю делать больно, я та еще зверюха тоже, я старалась побыстрее пройти, прочиркать ей и участками даже работать где-то местами. Но как бы основной проход, он все равно такой максимально быстрый. То есть самое противное, когда больно, это вот первый проход, когда ты повреждаешь кожу, а тебе ее надо повредить, в том числе и в межресничке. И у носа, где самое вот тоже место болезненное. Вот. Еще, что я хотела сказать. На стрелках, в общем, смотрите, видите, вот легли пальцы плоско сразу. Вот. Я их ставлю и в две стороны растягиваю, чтобы максимальное место натяжения было вот в центре, там, где я прикоснусь иголкой. На тенях, допустим, на обширных каких-то работах на веке сверху, постановка рук, ну, немножечко другая. В общем, такая же, но как бы чуть больше кожа натянута вверх, распрямлена. А на стрелке я почти не меняю постановки рук. Стрелка и межресничка у меня идут вот так вот одним блоком от внешнего края и во внутренний. Почему от внешнего? Почему я не начинаю изнутри? Потому что все испачкается, и я не буду видеть вот эту внешнюю границу, где мне нужно работать, потому что она самая важная. Там внутри, где ресницы, я уже могу работать просто только на ощупь, не парясь вообще, только пальцами ощущая, что я в коже. А вот эта внешняя часть, там я создаю линию, и она должна быть вот прям максимально идеальной, насколько я смогу это сделать в этом случае конкретно. Поэтому я начинаю от внешнего контура и уже потом продвигаюсь внутрь туда к глазу, к новых сообщений миллион. Это, наверное, сарказм. Брови тоже ваши у модели. Да, все эти две пары бровей, которые там у нее синие, какие-то коричневые, все перемешку, наши. Ну нет, конечно, это модель. Модели обычно ищут, где сделать подешевле, все такое. Брови тоже наши. Это не маятник, это прям чисто штрих туда-сюда. Маятник — это когда вы из кожи выходите. Когда я работаю в плотной стрелке, у меня не маятник. То есть прям вот так туда-назад движение на одной глубине.
Когда я работаю во внешней части глаза, я ставлю и растягиваю. Когда я работаю в серединке глаза, я ставлю указательный палец как бы на окончание глаза, вытягиваю его от себя, чтобы вот эта кожа мне как бы явилась, потому что она здесь прячется у носа вся. И когда я работаю у прям уголка глаза, я ставлю указательный палец прям почти у носа и оттягиваю очень сильно кожу от себя, потому что она там самая такая дряблая и вся заворачивается в глаз. Ну и наношу анестезию, видите, такими блоками, потому что она просто не давала работать. А до нее, вот тот глаз, который я выставила, это моя подружка, заживший, ей я вообще делала без первичной анестезии. Первый проход, фиксацию стрелки, и она спокойно вообще лежала, но было ей неприятно, ну терпимо все, то есть я ж такая экспериментаторша. Видите, да, когда работаю в межресничке, я как бы чуть-чуть на себя указательным пальцем подвыворачиваю глаз, чтобы я видела хорошо вот этот каял, потому что я должна прокрасить стрелку в... Ну, это уже второй глаз. То есть это тут сам уже основной проход, как бы максимально такой быстрый, эффективный. Вот у кончика я прям замедляюсь, чтобы вывести одной этой линией, чтобы, не дай боже, там не скакнуть, ничего, но это все, это очень сложно, и лучше у вас должен быть рефлекс еще, когда вы работаете на веках, от пряны. То есть, то, что клиенты есть всякие, они пытаются увернуться и отмахнуться пытаются, то есть, как будто вы садюга. Вот очень много движений, можно для интереса посчитать, но очень много движений на маленьком участке иглы, получается, кожи. Получается, я как бы туда-сюда прохожу иногда иду таким сплошным прям блоком, делая штрихи одинаковые. Моя задача, чтобы вот пока ей не больно, вот этот вот проход совершить максимально эффективно, чтобы больше уже туда не возвращаться, чтобы стрелка вот оставалась за мной такой максимально черной, прям глубокий черный насыщенный цвет, потому что если он коричневый или сероватый, это значит, что когда заживет, еще часть пигмента кожа вытолкнет и мало, это будет недостаточно. А ваша задача прокрасить, ну вот прям максимально плотно, насколько это возможно, с одного вот этого вот прохода, когда глаз терпит. Потому что много наносить анестезию на веках, к сожалению, не работает. Анестезия срабатывает на очень короткие участки времени, промежутки времени потом. И такое ощущение, что она уже в общем и целом не работает. Я начинаю от внешнего края и иду туда, к внутреннему. В принципе, основываясь только вот на ощущениях. И видите, да, что вот иногда, кстати, надбровная дуга вот эта вот, она настолько ярко выраженная, что тоже мешает вывести стрелку. Тогда я вот так вот фиксирую ее и чуть-чуть сдвигаю, иногда даже ниже. Но как бы не направление кончика вниз направляю, а стрелку просто увожу от кости, чтобы она мне не мешала. И постоянно поворачиваю голову так, чтобы лично мне было удобно. Вот во время работы мне в общем и целом плевать на удобство клиента. Ему там шея болит, ему неудобно. Он должен делать все, что я говорю, чтобы мне было комфортно работать, чтобы я хорошо видела и чтобы я хорошо ощущала кожу. Если вы видите, ну вот когда стерли, если вы видите где-то какие-то участки серые или розовые, то вам нужно вернуться и прокрасить эти участки снова обязательно. Ну, если, конечно, у вас нет цели, чтобы она обязательно пришла к вам на коррекцию, тогда можете с пробелами красить, эта процедура была двойной. Вот, что там у нас дальше? Смотрите, сколько я тру, а красный свет все еще сохраняется от ручки. И вот когда ватный диск вот такой мокрый, он, в общем-то, стирает с одного раза. Что тут у нас пока?
Получается, сколько проходов на модели. Первый проход — это фиксация формы самой, вот кончик, и повреждение кожи. И второй проход — это вот стрелка в один проход. Просто я стираю периодически, потому что очень грязное, все черное становится. И ну, это мешает работе. Скажите, пожалуйста, меняет ли цвет ваш пигмент? Пигментов кожи век много. И часть его все равно лежит на той глубине, где он исказит оттенок, ну, она исказит оттенок. Поэтому так или иначе, со временем, конечно, холодеет немного цвет, но прям ярко-синими стрелки становятся только после того, как их внесли очень глубоко. Я очень не люблю глаза, на которых поливает, то есть это прям какая-то особенность кожи, и ресницы так растут, что все пачкается, веки сложены так. Есть веки такие выпуклые, на них очень классно, удобно работает, но вот на этой модели все срослось, вообще ей было больно, у нее были такая кожа, с которой сложно пигмент стирается. Как бы вся работа в том состоит, чтобы работать на одной глубине и чтобы работать максимально эффективно, чтобы этот пигмент вносился в кожу, то есть и много штрихов совершать на одном маленьком участке кожи. Сложно, конечно, по видео понять глубину, но для вас ориентиром должно быть то, как много пигмента остается следом за вами. То есть в идеале вот от кончика и до носа, не знаю, минут 20, если поработать. Это вместе с межресничкой, конечно. То есть там межресничку я прокрашиваю сразу, потому что здесь из-за того, что он немножко грязно по нижней линии, века пачкается. Когда я дохожу до середины примерно века, я не иду от середины века к носу. Я начинаю от носа и к середине века как бы возвращаюсь на себя, потому что пока ты дойдешь до носа, анестезия перестанет работать, и клиент просто не даст закончить процедуру, будет страдать. Поэтому пока не больно, надо плотно, тщательно прокрасить вот эту часть болезненную самую у носа и уже дальше спокойно рисовать в том месте, где не так неприятно. Смотрите, я ставлю большой палец на середину глаза, вытягиваю максимально на себя кожу всю, вот пока тянется, и потом указательным пальцем чуть-чуть как бы так надавливаю, и веко подвыворачивается. Это дает мне возможность работать вот там глубоко, где у меня перестают расти ресницы. Я сейчас работаю не по верху, потому что там очень была просьба большая не работать вот здесь по верху. Хотя на этом глазу можно было вполне прокрасить и там, но мы не стали. То есть я работаю у носа только в межресничном пространстве. И вот эта вот стрелка, часть ее, она должна к носу уходить и становиться и тоньше, и воздушнее, чтобы она не резко заканчивалась такой черной точкой, а как бы на нет сходила, как мазок теней, что ли. Ну и все, когда там я прокрасила, я уже спокойно крашу в том месте, где почти не больно. Штрихи такие же. Плотно максимально. И я всегда выпрямляю глазное яблоко, слегка на него надавливая. То есть, когда вы надавливаете, одновременно вот так вот выворачивается межресничный край. И такая получается монотонная работа. Тут самое главное не бросить все, не помазать анестезию и не пойти на следующий глаз, потому что следующий проход будет еще более неприятный, она еще меньше даст работать. То есть пока терпит, я всегда клиентам говорю всем, что не когда станет больно, а когда станет невыносимо больно. Мы, конечно, не доводим. Чаще всего анестезия срабатывает прекрасно, и им не больно в принципе на этой черной стрелке. Но некоторые бывают настолько мнительные, нежные, что они начинают корчиться и страдать еще при первых прикосновениях, и с ними надо просто пожестче.
Хочешь красиво, немножко потерпеть надо. Вот. Ну и что у нас? Капля пигмента часто бывает падает и просто становится все черным, становится не видно, где работать, и в этот момент можно выскочить за контур, например. Поэтому лучше протереть, лучше не работать в потемках, скажем так. Иногда я использую вазелин на веках, особенно если это тени или если прям очень толстая стрелка. Вазелин только на той, ну, как бы части века, где я знаю, что в глаз он не попадет. И кожа века вот эта вот должна быть такой максимально сухой в момент работы. А вот чтобы стереть, иногда вот это вот так пигмент въедается в кожу. Здесь, кстати, тоже довольно сосудистая кожа век. Видите, как ярко видны сосудики. Так въедается иногда в кожу, что просто ты не понимаешь, ты прокрасил или это просто пигмент лежит, как бы не внесенный в кожу, просто на коже. Поэтому протирать нужно довольно тщательно, чтобы понимать, в коже вы или нет, какой у нас пигмент. Ну, это наши миксы, это татуировочные пигменты. Так, тут споры идут, какие-то татуировочные краски, какие для стрелки. На самом деле татуировочные краски все кроющие. Они все гораздо более кроющие, чем перманентные. Вы можете покупать татуировочные краски, не знаю, основываясь на том, что вы найдете в магазине ближайшем. И если вы будете покупать татуировочные именно краски, то смотрите, чтобы они были для лайнеров. Это уже надо, наверное, досмотреть. То есть у них, у татуировщиков есть теневые техники и линейные тоже. И теневые всякие черные цвета, они как бы разбавлены. Вам придется, ну, туго, если вы купите такие. То есть читайте, чтобы в описании было написано, что это для контурных работ. Так. Как понять, что уже хватит наносить пигмент? Хороший вопрос. Вы должны разглядеть, тщательно промыть стрелку и межресничку и убедиться, что она прям черная. Если вы видите какие-то места, где она смотрится коричневой или там какая-то краснота или прям в цвет пустоты, то вам нужно будет еще ее прокрасить. У меня всегда на столе лежит вода для инъекций. Ею я промываю периодически глаз, чтобы в нем не было пигмента, потому что пигмент, он как бы тоже не создан для того, чтобы его в глазу находилось много. Поэтому в течение процедуры несколько раз я останавливаюсь и прям промываю, смотрю, чтобы глаз внутри был чистым. И также обильно протираю, ну, как бы кожу, чтобы понимать, я хорошо прокрасила или я махала в воздухе. Так. Можно сначала анестезию нанести на один глаз, сделать его, вот затем присоединить, чтобы не отпустил анестезию. Я говорила ответ на этот вопрос. У вас не получится работать эффективно. Вылет иглы на этой машинке где-то в районе 2 миллиметров конкретно. И я практически вся игла на поверхности. То есть это был спирит, кстати, не тандер. Говорят, тандеры лучше красит, но я пока разницы не увидела. Я периодически их меняю. Какой попался под руку, такой использую. Поэтому, честно говоря, разницы не увидела. Вот эти протирания, они меня бесят больше всего. И когда я, ну, как бы стерла, я наношу анестезию, потому что, когда я закончу следующий глаз, кожа будет беленькая и видно будет хорошо работу, и как бы она, кожа отдыхает. Иногда даже работая на следующем глазу, я кладу мокрый ватный холодный диск, чтобы отек спал, поэтому в конце процедуры чаще всего у меня нету отека на глазах. Во-первых, потому что я стараюсь побыстрее работать. Чем больше ты трешь, моешь и вообще ковыряешь кожу, тем больше она отекает. Вот. А во-вторых, можно еще просто мокрый холодный ватный диск положить, это тоже немножко убирает отек.
На втором глазу, в принципе, работа ровно точно такая же. Кстати, я новичкам всем рекомендую начинать, наверное, если вы хорошо зафиксировали стрелку, от носа работу, потому что там самая чувствительная зона, и чаще всего, даже если красиво прокрасили здесь, вот в этой части внутренней клиенты уже сопротивляются, им больно, и у вас не получается хорошо прокрашивать. Поэтому можно начинать оттуда даже. Когда стрелка сплошная, яркая, кажется, что все в порядке, она очень мягко излечивает и понижает. Это, видимо, с Google переводчиком пишет. Даже не знаю, как ответить. Да, чаще всего на остаток пигмента влияет то, на какую вы глубину внесли, и все те как бы работы, которые мне прислали, говорили: смотри, но я же хорошо прокрасила, она же черная. Эти стрелки не были черными. То есть, если вы пришлете мне прям черные свои стрелки, которые вот так вот вывернуты и хорошо протерли вы, я, скорее всего, скажу, что она не черная, потому что пигмента выкидывает много стрелка, кожа. В том случае, если клиент плохо ухаживает, каждый день намывает, допустим, мочит глаза, или если вы внесли пигмент на неправильную глубину. Чаще всего это, конечно, просто неправильная глубина. Или неправильная плотность, скажем так. То есть, когда вы положили просто пигмента в кожу мало. Иногда бывает такое, что ты начал работать, и прям капля пигмента, видишь, такая хоп, и ушла в глаз. Тогда лучше промыть, потому что пигменты все, в них кроме самого красящего вещества есть еще всякие ингредиенты неведомые, частично нам неведомые, и лучше бы им в глазу долго не находиться. Поэтому промывайте, не стесняйтесь, вы же эскиз уже зафиксировали, а глазу будет комфортнее, потому что там не будет этих частиц пигмента. Еще один важный очень момент перед началом процедуры — заставить клиента вытащить из глаза линзы, достать, если они у него есть. Во-первых, настолько тонкий пластик или что там, силикон, я не знаю, из чего линзы состоят, может в какую-то реакцию вступить с анестезией, либо с пигментом, который попадает в глаз. Во-вторых, если пигмент попадет между линзой и самим зрачком, вы можете повредить роговицу. И это тоже неправильно. Короче, не должно быть линз в глазах ни в коем случае. Смотрите, как сильно натянута кожа. Вот опять, это как на волосках, как я вчера рассказывала. На веках это работает очень хорошо. То есть, особенно если кожа рыхлая, сосудистая, вы должны натягивать прям локально. И первое ваше движение вот на дальнем от себя глазу — это оттянуть от себя сильно, максимально. И второе движение — натянуть на как бы себя и подвывернуть, чтобы было видно всю внутреннюю часть. А во внешней части вы просто вот так ставите два пальца и одновременно растягиваете, натягивая вот этими фалангами. Как бы на указательном пальце это две фаланги натяжения, на большом пальце это вся подушечка пальца в две стороны. И как бы ощущение будет, что он пальцами тоже натянут. Так, что тут у нас? Конечно, не должно быть нарощенных ресниц ни в коем случае, потому что они вам будут мешать, это будет больно клиентке, вы повыдираете все ее ресницы, протирая. Никаких нарощенных ресниц ни в коем случае. Так, что еще там был какой-то вопрос? Она хотела стрелки, придя модели, пусть терпит зверюхи. Да, я такая зверюха. Я стала со временем довольно такая черствая, честно говоря. В самом начале я наносила 10 видов анестезии, я использовала алкаин, чтобы обезболить глаз изнутри, все, чтобы лишь бы не было больно. Потом мне стало, честно говоря, плевать, потому что никто тебе спасибо не скажет, а если вдруг что-то ты сделаешь там с этим изобилием анестезии с глазом, то виноват будешь ты. И плюс, допустим, алкаин в глазу, он обезболивает изнутри глаз, и вам клиент не даст понять, что ему там внутри что-то дискомфортно, он просто не чувствует. Поэтому я сейчас минимизировала всю анестезию, иногда начинаю без анестезии работать. Поэтому все знают, что красота требует жертв. Потом 1,5 года не надо краситься, поэтому можно потерпеть немножко. Все вот эти регулировки на блоках, шейдер или лайнер, они ничего особо погоды вам не меняют. Ставьте лайнер, просто поднимайте скорость.
Межресничка так же, как на веки, закрашивается или на какие-нибудь нюансы? На самом деле абсолютно точно так же, как на веки закрашивается, только в межресничке вам начинают немножко мешать ресницы. Поэтому вы можете красить вот так параллельно межресничному краю, прям плотно вглубь прошли, потом вернулись также плотно, и еще не отрывая руку, вот так прокрасьте наискосок еще тоже, как бы решетку положите. Просто как только вы оторвали руки, все, сразу со слезой становится мокрая, грязная, а так вы ставите пальцы, у вас немножко подвывернутое межресничное пространство в том числе, и вы имеете возможность прокрасить, как бы не протирая. Но есть веки такие, на которых работает только как песня просто вообще. Когда как бы ничто не мешает, они так сложены, что нижнее веко не наваливается, нижнее именно веко часто наваливается как бы на верхнее и все пачкается очень сильно. Смотрите, когда я ставлю руку на щеку, я одновременно оттягиваю вниз еще эту щеку. Эта девушка была худая, но у полных людей эта щека обычно вот так наваливается, и вообще сложно работать, как бы схлопывается кожей со лба и щекой, глаз, и ты такой до него добираешься там с трудом. Поэтому всегда я натягиваю кожу наверх немножко рукой. Это какая у меня? Левой рукой. А правую руку я ставлю на щеку и оттягиваю еще немножко вниз вот так вот щеку, чтобы как бы излишки кожи и нижнее веко мне не мешали работать с конкретным этим веком. Так, скорость на блоке, я уже говорила, 8,5-9. Знаете, как бывает, я это замечала на XCF аппаратах, они настолько быстрые, что иногда мастеру так дотрагивается, и сразу века начинает надуваться, потому что она настолько быстрая, что она уже там вот так все протравмировала, а иногда бывают машинки, которые так быстро вот это возвратно-поступательное движение совершают, что пигмент не успевает остаться в коже, то есть она такая чик-чик, и как бы пигмент еще не успел стечь в эту дырочку там условно. Так, это игла, да, Квадрон 0,3 обычная. Так, это все говорила. Пленку для вторички. Пленка для вторички вообще не нужна. Вторичная анестезия срабатывает вообще молниеносно. То есть ты нанес ее, осушил веко, подвывернул, нанес, помазал и подержал, помахал. Вот пока ты машешь, пока она печет, вот этот момент она срабатывает. Все, блоками я от внутреннего края прошла к внешнему. В блоке примерно, наверное, от 40 штрихов у меня получается. Самая толстая часть у нас вот в районе вот этой внешней трети глаза, и там штрихов, конечно, больше. Чем тоньше часть, на которой мы работаем, тем штрихов меньше. Но самое главное, вы должны следить, чтобы за вами оставался черный след. Как я вам показывала на планшете, вот эти вот движения, ну, мастер оставляет на обучение у меня там 3-4 штриха, все, кожа испачкалась, он начинает стирать, тратит время, то есть прошел блоком уверенно вниз, вверх, тогда уже можно стереть. Но как бы нанеся там 3-4 штриха, нет смысла стирать, протирать, промазывать, зависать, думать. Вот это все трата времени. И как бы чем короче процедура, тем больше будет остаток, тем комфортнее клиенту. Потому что, знаете как, вначале боитесь сделать больно, трете лишний раз, там без конца проверяете. А потом уже и анестезия не работает, и глаз опух, и вы устали, и вы такие там зубы скрежеща зубами начинаете прокрашивать уже через боль, через отек, через поврежденную кожу, уходя на большую глубину, там, где пигмент становится синим. Поэтому ну, старайтесь прям максимально быстро и плотно прокрашивать. Вот видите, такое ощущение создается, что я на одном месте копошусь. Нет, я кладу пигмент, прям вот эти штрихи друг рядом с другом и медленно-медленно продвигаюсь от края внешнего или внутреннего туда, где я еще не работала. И вот эти вот внешние кончики, конечно, это вообще засада. Если вдруг ты там ошибся и чиркнул, вот как здесь у меня получилось, видите, если присмотреться, как бы один чирк пошел не туда. И
Мне нужно будет это исправить, свести их в одну линию. Поэтому вот этот вот самый внешний кончик, он должен быть прям вот уверенным. Если вы понимаете, что вы вставили иглу и пошли не туда, куда надо, он идет как бы направление неправильное, то лучше ее достать, перепоставить руки, стереть, все проверить, потому что вот эти двойные кончики, их очень трудно исправлять. Из-за того, что очень сильно натянута кожа, кажется, что там что-то такое прям непонятно. Но на самом деле это почти невидная ошибка. То есть это кончик иглы, который оставляет за собой линию. Но вот видите, как надо, когда получился этот чирк, случайно, там, не знаю, почему он получился, не туда повела, или вздрогнула, или рука дрогнула. И как много надо времени, чтобы его поправить. Потому что это дальний глаз. И ни в коем случае второй раз не лезем, если вдруг получился там двойной хвостик, только после того, как протрем. И вы, вот, так как эта часть от вас далекая, вы должны попросить пододвинуться к себе поближе и наклонять голову на себя, поворачивать, чтобы вы хорошо видели. Потому что когда вы тянетесь, вам тяжело, спина болит, видно плохо. Поэтому вы должны делать удобно для себя. Почему на бровях вы работаете с двух сторон, а клиента на стрелках с одной? Потому что я правша, и мне удобно, ну даже не в том дело, что я правша, потому что мне удобно натягивать кожу и держать ее, как бы и с той стороны, и с этой. Крайне редко на каких-нибудь сложных тенях я переезжаю и именно тень делаю вот так на себя штрихами, но уже тоже давно не делала такого. Просто мне так удобно. Губы и веки я делаю, сидя с одной стороны, а брови езжу вокруг. Хороший вопрос. Просто реально удобно натягивать кожу именно... Прошу прощения, у меня тут звонок, я сейчас вырублю телефон. Что, я закончила процедуру, тут уже показываю. Вот это то самое веко, ой, это все. Это то самое веко, которое меня обвиняли, что нету отека на видео. Но отека нету действительно. Ну, как бы он есть, но совсем небольшой такой. Краснота небольшая есть, но не пойму, почему у меня нету этой картинки. Ну ладно. Все это? Теперь я готова отвечать на ваши вопросы. Стрелка, как видите, довольно толстая. Да, и работы на самом деле было много, межресничка вся прокрашена. Как бы по глазу видно, что его мучили, и девушка там истрадалась вся, хоть мне и надо было ее прокрасить быстро. Так, ну что, давайте. Нужна ли коррекция для стрелок? Она очень часто, если вот так плотно прокрашена, не нужна просто. Вообще не нужна. И это как бы не очень выгодно. Ну, знаете как, если придираться и прям расглядывать работу, то всегда есть над чем поработать. Просто клиенты часто этого не видят. А на плотных стрелках коррекция нужна не часто. Так. Пост-уход такой же, как и везде. Вы должны клиенту донести, что он должен очень хорошо с мылом промыть вот эту верхнюю часть, как будто тушь стирает также ватным диском. И хлоргексидином на водной основе, ватной палочкой, прям тщательно из межреснички вытащить все остатки пигмента. Если он сделает это плохо, корка будет толстая. И очень часто они начинают паниковать, когда на там 5-й, 6-й, 7-й день корка начинает отваливаться, с ней отваливаются ресницы, которые просто не имели возможности выпасть, они держались в этой корке. И они приносят, мне даже приносили, говорят, смотрите, вот там такой кусочек корочки, из него 5 ресниц торчит, и такая, о боже, какой кошмар! Но люди не понимают вообще, в чем проблема. То есть, что в норме постоянно выпадают ресницы, и вот они просто удерживались коркой. Так, если... ну в принципе это все. А все остальные дни на сухую, не умываться, аккуратно ватной палочкой там из уголка глаза доставать, что по утрам там есть, скапливается какой-то это вот козявки. Если вдруг...
Отек вы должны предупредить клиента, что первые дня 2-3, именно утром после пробуждения, может быть максимальный отек. Это вариант нормы. Можно приложить сухой холод. Это значит лед и через там какой-нибудь пакетик, и через тряпочку, допустим, очень чистую, просто холод, чтобы отек спал. Но он не часто на самом деле бывает. Если после заживления остались пробелы и кривули, такое бывает иногда. Иногда вот эта стрелка по низу зажила с одной стороны четко и по верху с другой, и имеет направление совершенно разное. Просто там часть пигмента отвалилась, и они выглядят несимметричными. Просто на коррекции вы отрисовываете снова и как бы снова повторяете всю эту работу, усиливая те части, где пигмента нету. Так, идем дальше. Есть ли способ исправить ошибки без лазера с каким-нибудь корректирующим пигментом? Вообще это плохой вариант закрашивать кусочки стрелок каким-нибудь телесным цветом. Прям очень плохой. Потому что, во-первых, вы никогда не закрасите так, чтобы выглядело, как будто там ничего нету. Всегда будет просвечиваться цвет. А во-вторых, вы усложните работу лазером, когда клиент все-таки созреет это удалить. Потому что телесные цвета часто зеленеют. Говорите 7-8 вольтаж, а максимум на критикал 3,6. Что я не поняла. На шаене я работаю на 11, на 12, даже на волосках. Что там мы с вами говорим о разных вещах. На биотеке и стилусе я работала, вот если там, допустим, диапазон 10, я сейчас не помню точно, то я все время работала на 8-9. То есть почти максимальная скорость. Вторичная анестезия, фенистил обязательно добавлять, он самый жгучий. На самом деле не обязательно, он как бы роль антиаллергена, анти там чего-то. Я даже не знала, что это он жжет, насколько я знаю, лидокаин тоже жжет сильно. Так, все про скорости, это вопрос такой. Это важно в том числе, если у вас скорость аппарата, скорость движения руки и аппарата, они очень важны в комплексе. Поэтому если вы работаете медленно на очень высокой скорости, то у вас вот так вспухнет века. Видите, я довольно быстро работала, потому что маленький такой промежуточек. Так, самый главный секрет, чтобы взялось и не отекло. И что насчет угла работы? Можно наклонять углы, если не берется. Знаете как, несколько лет назад я наклоняла иглу. Уже очень давно я иглу не наклоняю. То есть я дотрагиваюсь до кожи, прохожу, пробую, стираю, смотрю, ничего не осталось. Я тогда натягиваю еще сильнее кожу. Я тогда кладу штрихи еще ближе, не меняя нажима еще пока что, потому что если там хоть чуть-чуть осталось пигмента, значит нажим уже достаточный. И все дело в том, что ты проскакал по инерции. У меня тоже есть эта проблема, что я за 10 штрихов думаю, все черное, стираю, там, блин, ничего нету. Поэтому это первое, что вы делаете. Второе, это вы все-таки чуть-чуть усиливаете нажим, когда прокрашиваете, если там ничего не остается. И, не знаю, только самый крайний вариант, меняете угол наклона. На веках все-таки это довольно опасно, потому что сильнее травмируется кожа и больше вероятность подтеков. Реально, очень давно уже я не меняю на веках угол. То есть я всегда прям стараюсь быть максимально вертикальной. Так, спасибо за ценные знания. Спасибо вам, Анастасия Борисовна, за комплименты. Спасибо. Так, скажите, работаете сначала с одним глазом, сначала до конца, потом переходите на второй, трансляция прервалась, пропустила этот момент. Я работаю на глазу до тех пор, пока клиент терпит. То есть я считаю проходом тот момент, когда он говорит, все, я не могу, уходи с моего глаза на другой. Вот все, я наношу анестезию, протираю полностью, наношу анестезию, иду на второй глаз. И обычно это получается... Первый проход это минут там 5-7, когда ты зафиксировал стрелку, повредил всю кожу, ушел на второй глаз, сделал то же самое и вернулся на первый глаз. И уже на вот этот основной проход, он длится от 10 до, там, не знаю, 15 минут работа. Это вместе с толстой стрелкой и межресничкой. Иногда бывает, что ты тратишь больше времени на вот эти протирания бесконечные, потому что то пигмент потек, то все стало черным, то слез так много, что вот эта лужа стоит, просто приходится работать маленькими участками, потому что надо все время осушать кожу. Поэтому вот эти все нюансы, когда как повезет.
Ну и потом, получается, дошла до угла, все, протерла, нанесла там анестезию или ватный диск положила, следующий глаз поработала. И это как бы самый идеальный вариант, который гарантирует вам, что у вас будет стрелка с максимальным остатком. А вот если вы травмировали, серенький, вспухший глаз, никакого цвета, потом все-таки поднатужились и прокрасили в конце, то вот в этом случае кожа вытолкнет гораздо больше. Это прям закон на всех зонах, он одинаково работает. Так, вторичка. Вторичка это наш коктейль. Это просто лидокаин 10%, адреналин и фенистил. Это анестезия, которой мы работаем уже много-много лет. Сколько по времени получилась именно эта стрелка? Но мы работали вместе с отрисовкой эскиза в районе, наверное, 1,5 часов. Ну, или может чуть больше, потому что с камерами очень сложно. Ну, то мне говорят, прекрати работу. Ну-ка, прекрати, я еще не включил камеру, вот это все сложности. А так обычно это максимум час вместе со всем, вот, если все идет нормально. Одинаковая ли скорость на контуре растушевки? Конечно, скорость одинаковая. В этом случае это просто плотный прокрас. Были ли у вас пигменты с витилиго на веках? Да, были пигменты с витилиго, ложится абсолютно точно так же, никакой разницы я не заметила. Мылом промыть только в первый день, со следующего дня на сухую. Так, спасибо, обвинили, что стрелка была накрашена, меня заинтересовали, я купила вебинар. Вот оно что. Так. 0,4 игла тоже отлично подходит, ей можно рисовать и тонкий кончик, и даже быстрее получится прокрас. Просто у меня не было игл 0,4. Так. Как прокрашивать нижнее веко, это целая отдельная песня. На самом деле это делается часто с открытым глазом. Глаз смотрит в противоположную сторону, но это надо показывать и искать нижнее веко и клиента, который его хочет. На самом деле я делаю их очень редко. Да, сначала был один глаз, сначала до конца, потом второй глаз. На Шаене я работаю не выше 9. Я ни разу не работала выше 9 на скорости. Антигистаминные, нужно ли пить от отека? Никогда не назначала ни разу вообще. Вообще совсем. Ага, спасибо, на днях смотрела вебинар Дубовик. Вообще пипец, все время по сосудам тек пигмент, красный глаз, просто ужас. Да она вообще просто. Здесь я могу сказать все, что думаю, да? Здесь же никто не скажет разжигание. Короче, этих мымр я даже, меня бесит они. Так. На самом деле есть сложные веки, сложная работа, и всякое случается. Это живой организм перед вами, и всегда может что-то пойти не так. Я это называю «что-то пошло не так». И особенно на веках это действительно сложная зона для работы. Можно мылом протирать, но оно ворует цвет немного. Не совсем понимаю, как оно может своровать цвет. Если вы протираете кожу и стираете пигмент, который на коже, который уже в любом случае кожа либо вытолкнула, либо вы его туда не внесли, то как бы нет разницы, чем протирать. Какого цвета будет стрелка в этой модели через 1,5 года? Я встречала стрелки и абсолютно угольно-черные спустя и 2, и 3 года. Вот у нас есть наш партнер в Казани, Марго. Она очень такая белокожая, тонкокожая, и у нее стрелка идеального черного цвета. Вот с тех пор, как ее сделали, уже прям, не знаю, года 4 или 5. И есть клиенты, у которых они очень сильно холодеют, то есть тут все зависит, и на какую глубину положен пигмент. И, конечно, он все равно становится немножко холоднее за счет того, что часть пигмента уходит еще глубже. То есть у нас пигмент лежит на глубине какой-то, да, и причем вы помните, да, это было в моем вебинаре по колористике, я много об этом говорила, пигмент не лежит равномерно вот так вот ровненьким слоем на одной глубине, он раскидан вот так вот по всей там глубине, не знаю, проникновение иглы, допустим, там на 0,3 миллиметра игла зашла, ну я сейчас от фонаря сказала практически, и вся эта часть. Давайте я нарисую, мне нужен планшет пальцами. То есть вот эти все вопросы, они говорят о том, что у вас все равно еще очень много пробелов в... Уходи, стрелка, мне нужен скетчбук мой. Вы как бы не до конца понимаете вообще принцип того, как пигмент... Давайте я у нее на лбу порисую, как бы кожа же.
То есть вот у нас есть кожа. Блин, уйди, противный. Вот у нас кожа, да? Вот у нее слой эпидермиса. Вот он. То есть это слой мертвых клеток, которые уйдут через месяц. Они обновляются раз в 28 дней у молодых и позже у старых. Но они полностью отшелушиваются. Они уже мертвые. У них уже все, они отжили свой срок. Вот здесь вот лежит еще слой кожи большой. Вот где-то вот здесь волосы. Вот должен ваш пигмент лежать в промежутке в верхний слой дермы. То есть это, допустим, вот отсель и вот досель. Это нормальный слой, в котором вы должны положить пигмент. Вот здесь тоже дальше идет дерма, там еще там жировая клетчатка, там слоев куча, названий куча. Но вот вы вносите свой пигмент. Так, мне нужно какие-нибудь кляксы выбрать. Чтобы мне выбрать для клякс? О, отлично. Вот вы вносите пигмент, я не буду большой участок показывать. Смотрите, видите, он как лежит? Он где-то лежит очень глубоко, потому что вы там поднадавили, или клиент дернулся, или вы там что-то задумались. То есть где-то он ушел глубоко, где-то он очень поверхностно лежит. Где-то он лежит на очень правильном слое, где он будет не искаженным, красивым, выглядеть там долгие там 1,5-2 года. И вот когда у вас вот этот слой кожи ушел, красный, вот первый, который я показала, то есть он обновился. И в том числе, кстати, подождите, ой, не те кнопки, черный. Вернись. В том числе он лежит и вот в этом слое, понимаете, да, в эпидермисе. То есть это как раз та самая корочка, которая у нас образуется и уходит. То есть вот этот слой, я сейчас его зачиркаю красным. Вот он. Через неделю ушел поврежденный слой кожи, через 28 дней обновился вообще вот этот слой кожи и стал фильтром для пигмента, который лежит вот снизу. То есть вот этот слой, который я сейчас закрасила, да, вот он полностью обновился и начал просвечиваться тот пигмент, который вы положили где-то на правильную глубину, где-то на неправильную. И вот спустя время, надо было мне продумать по-другому немножко то, что я делала, ну ладно. Спустя время вот эта вот кожа, она обновляется. Вот эта часть, смотрите, я ее красным закрашу тоже. Она становится тем самым эпидермисом и как бы поднимается выше. То есть вот я закрашиваю то, что это значит, что этот пигмент, он как бы отшелушился и ушел выше. И пигмент остается в коже, видимый, только тот, который на очень большой глубине, потому что вы не наномашина, которая кладет пигмент на идеально одинаковую глубину. Так или иначе, где-то вы его кладете глубже, где-то поверхностней. И тот пигмент, который синий, вот эти вот участки, которые глубоко, он начнет просвечивать холодным цветом. Тот пигмент, который лежит на правильной глубине, вот этот, он будет смотреться черным красивым цветом с минимальным искажением, потому что вот этот слой над ним, он всегда примерно одной толщины. Просто его со временем становится все меньше, меньше и меньше. Вот. И спустя там, не знаю, 5 лет эта стрелка в идеале, если она вся на правильной глубине, должна уходить через такой постепенно серый какой-то оттенок. А если она сразу много пигмента положено на большую глубину и на правильную в том числе, то тот, который на правильной, уйдет, останется только тот, который на большой. И тогда проявится, знаете как, где-то лежит конгломерат какого-то синего пигмента, где-то пустота. То есть многолетние стрелки вы наверняка все видели. Там где-то есть чистая кожа, где-то какие-то пятна, и они всегда странного синеватого цвета. Поэтому нету ответа. Если я положила на идеальную глубину, то она будет серо-черная, потом серая, потом бледная и уйдет вообще бесследно. Самые мои первые, мою межресничку мне делала Юля Константинова, когда я поехала к ней на обучение. Русена, если вы, может быть, ее знаете, это вот мастер, который очень сильно повлиял на меня. Это было реально лет
8 назад, 9. Тут прям когда я начала работать, потому что я была просто с ветром в голове, не знала ничего. И вот она была первая. Она же мне сделала мои первые веки. Отказалась делать брови, потому что мне их испортила моя преподавательница. Без удаления отказалась, неважно. И вот эти веки, они со мной были довольно долгое время, пока, и они были прям идеально черненького цвета, потом побледнели, стали серого, не было вообще голубизны, даже намека на нее. И потом я офигела просто, я полетела в Таиланд впервые в жизни, и там такое агрессивное было солнце, и мы очень много плавали, и оно, отражаясь от воды, я еще думаю, как, я все время в очках, намазана кремом, но потом допетрила, отражаясь от воды, то есть вот эти вот лучи, или как просто когда ты в море, под чистую кожу выгорела. Вот ее просто вообще не было, этой межреснички. За те 2 недели, что я провела в Таиланде, я потеряла ее. И дальше уже поперли мои эксперименты, я потеряла страх, потому что я тоже, как все, боялась поменьше, потоньше, то, что у меня было. Поэтому если попала анестезия в глаз, что делать? Если клиент пожаловался, что ему там что-то печет и колет, то вы струйно промываете. То есть вот у меня эта вода для инъекций стерильная, у меня ее много валяется на столе, и я ее открываю и прям за один раз выливаю всю в глаз, чтобы все вышло струйно, это значит много. Когда я говорю промой и вижу, что глаз приоткрыли и вот так 1 каплю капнули, это не промой, это вообще не то. То есть струйно промыть, это когда целый вот флакончик вылили. Как быть со старой плотной жирной кожей? Я реву ее хоть до кости забивая, статка 0. У меня легкая рука, не такая первая пока. Ну такое бывает. Всегда бывает что-то такое, вот какая-то неведомая фигня, которая происходит. Ну, я вам могу посоветовать только сильнее натягивать кожу и плотнее класть пигмент. Ну, как бы очень высокая вероятность, что вы с легкой рукой работаете не в том слое и мало кладете пигмента. Если скорость руки средняя, скорость на критикале 5, 8 и 6, возможно, это из этого пигмент не укладывается. Но просто представьте себе, что ваши точки на большом расстоянии. Конечно, это имеет значение. Все лайнерные техники, это когда вы плотно прокрашиваете, это значит, игла ходит часто, оставляет пигмента много. Поэтому если у вас должно быть очень медленное движение руки, ну как бы зачем? Лучше увеличить скорость немного. Спасибо за обратную связь. Можете уже мне начинать ставить оценки, как в школе. Как помните, по 10-бальной системе. Я очень жду от вас оценки. Спасибо за обратную связь. Все. На самом деле, как вы поняли, основные ошибки. Мало пигмента в коже, то есть мало штрихов кладете. Плохо натянутая кожа, потому что ложится лучше всего на натянутую кожу. И все. И если вы работаете с синими стрелками, у вас они синеют, значит работаете легче, просто кладите штрих более плотно, потому что первое действие, когда мастер положил свои 4 штриха, стер, и там мало цвета, он начинает давить сильнее, то есть ему в голову не приходит, что просто надо плотнее положить штрихи, много штрихов надо. То есть первое ваше действие всегда это увеличить плотность, может быть скорость движения руки уменьшить, чтобы больше пигмента в коже было. Так, ну что, народ, блин, сколько сообщений, как мне жалко, что я на все не отвечу. Так, давайте, знаете как, я буду вам благодарна, если вы поставите мне свои оценки у себя в аккаунтах в Инстаграме, потому что мне кажется, что все вы меня нашли так или иначе в Инстаграме или в YouTube, да, и вы укажете меня и поставите мне оценку за вебинар. Я буду вам очень-очень сильно благодарна. Но только ставьте хорошие, только двойбасов не ставьте мне. Так, ну я шучу. На самом деле я люблю конструктивную критику, чтобы что-то улучшить, что-то изменить и все такое прочее. Идеальная подача. Екатерина Лобан, большое спасибо за обратную связь. Я долго думала, как эти вебинары делать, потому что во время процедуры я делала очень много видео в своей жизни. И когда ты делаешь, еще и комментируешь, ты реально, мы все немногозадачные, это реально сложно. Так.
по губам вебинар уже есть, вы можете купить его в записи. Он очень большой и глубокий. Всем спасибо за обратную связь. 5 по пятибалльной системе. Поняла. Красная несмывая ручка, это очень классная штука. Все, наверное, будем заканчивать, да, очень много вопросов, но я подозреваю, что я потрачу очень много времени на чтение вопросов, но они в общем и целом повторяются, и я на них так или иначе уже ответила. Всем спасибо вам большое. Кто купил я забыла уже слова к вечеру. Думала, на 2 часа уложусь. Кто купил следующий вебинар, который пройдет, это у нас будет азиатская схема, да, по волоскам. Смешанная схема по волоскам. Уж встретимся в следующие выходные с вами. И теневая стрелка тоже в следующие выходные. Если вы вдруг что-то не купили из этого, то баннер под моим вот прям изображением, вы на него нажимаете, вас выкинет туда, где можно купить. Все, жду от вас оценки в Инстаграме, отмечайте мой профиль, пишите обратную связь, пишите отзывы и все. Всем спасибо, всем пока.